И всем доброго вечера и приятного просмотра, с вами Tiazar, он же Максим Бривка, и сегодня мы с вами продолжим прохождение игры Vampyr. Ну, или как привычнее звучит для русскоязычной аудитории, Вампыр. Просто когда говоришь людям, а ты играл в вампира? Какого? Следующий вопрос, как правило, слышишь от геймера. А когда ты спрашиваешь, играл в вампира, то люди сразу понимают, о какой игре идет речь. Ну, так уж повелось. Так, это у нас уже будет 5-й выпуск по данной игре. Сейчас, само собой, я, как всегда, поймаю себя, чтобы видеть чатик. Так, а чё у меня экран такой подзаляпанный? Я же сегодня вроде на улице, телефон не доставал. Откуда у меня эти пыльно-жирные пятнышки взялись? Так, все, чатик вижу. Сейчас мы с вами будем непосредственно в саму игру прыгать. Оп, и мы в игре. Так, ну, пока идет загрузка, напомню, что остановились мы вчера на том моменте, что нам можно уже идти по сюжету в клуб Аскалон. То есть вампирский элитный клуб, это наш будет первый визит туда. Хотя непонятно, как нас там примут и с какими целями нас на самом деле туда пригласили, потому что мы все-таки грохнули Фергала, а Фергал был палачом этого самого клуба. Поэтому, может быть, это даже и ловушка. Но перед этим, само собой, мы пойдем лечить граждан. Потому что мы вчера, когда с вами сохранились, у нас цветок пока не зацвел. Ну, я, кстати, да, почитал еще вне стрима дополнительную информацию. Действительно, что ачивку дают после того, как цветок зацветет. Простите, прошу прощения за тавтологию. Вот, после этого надо будет на него посмотреть. Обычно он зацветает через 3-4 ночи, то бишь нужно 3-4 раза отдохнуть. То есть один раз мы отдохнули, значит нам надо будет отдохнуть еще 2-3 раза, но подряд мы это делать не будем, само собой. Просто будем иметь в виду, что после того, как мы еще 2-3 раза отдохнем с вами, можно будет снова наведаться и посмотреть, расцвел цветок или нет. Так, а теперь давайте вспомним, кого нам... Так, здесь нам никого. У нас в доках много заболевших, насколько я помню. Да, вот в доках у нас... Прям много. Так, вопрос, как нам в доке отсюда лучше пойти. В принципе, мы можем и вот здесь пойти. Как вариант. А чё бы нет, с другой стороны. А там уже, когда в доке выйдем, там разберемся. Кого лечить, кого не лечить. Ах ты гад, ты что делаешь? Это он впервые меня так пробили. Как он красиво лег. Точнее, даже можно сказать, почти присел. Интересная такая картинка. Так. Так, это мы уже в доках? Нет, это мы еще пока не в доках, но мы уже приближаемся к ним.
Нифига они... Да. Откуда вас так много-то здесь берется? Офигеть просто. Мы вроде вчера здесь бегали. Ну, точнее, на прошлом стриме. Здесь так много всех не было. Так. Доки, в доки, в доки. В доке можно и так пройти. Кто там орет-то? Пускай они там между собой дерутся. А мы пойдем на север. Там туда возвращайся. Так. Мы можем еще туда залезть, насколько я помню. Нафига мне сейчас было сюда залезать? Так, ну, в принципе, вот мы вышли. Куда ты назад-то пошел? О, еще и это чудо пришло. Так, у нас там болеет одна из сестер. У нас болеет торговец, который здесь сидит. Вот этот товарищ болеет. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Young man, do you require medical attention? I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. Конечно же, мы тебя подлечим, дорогой. There's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you, I suppose. Вот можно заодно глянуть, что у него нового появилось. По-моему, мы же после обновления ассортимента к нему не ходили. Ну, ничего тут такого особо нового-то не появилось. Так, ладно. Кого нам еще тут надо вылечить? Нам нужно еще вылечить... Ну, Стелла Фишборн-то она... Там, ближе к бару. Это тоже в другой части. В этой части у нас вот охотник на вампиров и одна из сестер. Вообще, охотник на вампиров тоже возле ночлежки тусовался. Может, он до сих пор там. Сестры-то здесь были точно. Так, сейчас мы их найдем. Так, это та сестра, которая болеет, да. Glad to see you again, Mr. Reed. Так. Do you have recent news of Hampton's shelter? Are you worried about the sanitary situation in London? There are rumors of infected people turned mad by the fever and roaming the streets, attacking everyone they see. Is it true? As long as you stay away from the streets, you should be all right. I hope you're right, Dr. Reed. We feel kind of left alone around here. Do you need my medical attention, Miss Paxton? I can keep going, Dr. Reed. Of course you can, Miss Paxton. But I wouldn't recommend it. Please, take this. You will feel better. Thank you, Dr. Reed. Thank you. Really. Так, кто у нас остался? Вот этот охотник на вампиров, он же здесь, наверное, опять же продолжает тусоваться. Goodbye, Miss Paxton. Так, вот там кто это? Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Are you here to subdue me again? No, Sean. I just came by to see how you are. I feel all right. Why'd you ask? Are you still feeding on corpses? No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction.
Понятно. How is the sanitary situation in this part of town? I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. I thank the Lord for his mercy. How are things in your shelter? Between the mortals and the immortals, I mean. Even if we're all children of God, I've always maintained a strict frontier between the two communities. Вы чего-то боитесь? What do you fear? A few years ago, a Skal decided to pay a nocturnal visit to my sleeping customers. He got caught licking their necks in the dark. Since then, I have added a lock to the door. То если еды станет не хватать? What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Skals can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. Насчет старой Бриджит. How did you meet old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. Вы были в их убежище? Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet, and they see me as an outsider, even if I protect them. Так, вы в самом деле святой. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Так, насчет Харриет Джонс. Have you seen Harriet Jones since taking her to old Bridget? No, she is with the sewer Skals now. I don't go downstairs. Что произошло в больнице? What happened at the Pembroke? I guess we recognized each other. As Skals, I mean. She had but one thought. To punish. To get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. Почему она инсценировала свою смерть? But why did she fake her own death? There was so much blood in her room. She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark, offering to avenge her. But I saw nobody. Позволите осмотреть вас? Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Ну ладно, на нет и суда нет. Farewell, Sean. Take good care of your flock and of yourself. То есть, получается, мы его даже вампиром не сделали, мы просто его голод утолили. Так, подожди, а где наш охотник на вампиров тусуется? Раньше он тусовался у входа в ночлежку. Потом он тусовался еще... Сейчас, он еще может тусоваться... Где-то недалеко от ночлежки, да? Где-то здесь он может ходить. Вопрос, насколько далеко он может уходить. Ну, нам же его подлечить надо. Поэтому я и смотрю, где нам его искать. О, Родни пришел сюда. Кстати говоря. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. Так, этот у нас здоров. Что скажете об этом районе? What can you tell me about this district? The East End docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. Родни с ужасом ждет мести мокрых ботинок. Так. Где вот наш иховод тусуется сейчас?
О местных знаменитостях. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Так, Ронни дружил с сыном Инет Гиллингем. Everyone round there knew Jack. He was a rock, a mountain even. He feared nothing. Что вы помните о Джеке? Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. Вы не провидец. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the Wet Boot Boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. Преступление Родни было не намерено. Подожди. Преступление Родни взял на себя Джек Гиллингем, чтобы защитить его. Так а что тогда Родни сейчас дергается? Ну, кроме чувства вины. Если за то убийство взял на себя ответственность Джек, которого, собственно говоря, грохнули мокрые ботинки, то чего боится Родни? То, что его чувство вины терзает, я согласен. Но почему он боится мокрых ботинок, если они уже грохнули за то преступление, по сути, другого человека? Как вы поступите теперь? You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reed. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Так, смерть Джека выбила вас из колеи. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. Он погиб, чтобы спасти вас. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Он поступил опрометчиво. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. Do you have recent news of Sean Hampton's shelter? I heard he kept on helping people. But I tried to stay away from his shelter. I don't feel safe there. Are you worried about the sanitary situation in London? Not really. I've spent so many days hiding to escape retaliation from the Wet Boot Boys. Now that there's so much chaos, they might forget about me. Goodbye, Mr. Grader. Take care. Так, ладно. Где наш этот товарищ охотник? Где наш иховод? Где его искать? Крыса. Здесь уже территория, где мы можем драться. Поэтому тут горожане не ходят. Куда этот свалил товарищ? Мне его подлечить надо. Он куда-то запропастился. Вот обычно он либо возле ночлежки тусовался, либо где-то вот здесь ходил.
Но здесь я его не вижу. Подожди, а вот он, наверное, да? А ты чё, это решил прям на землю присесть? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reed. Your support means a lot. Так, отлично, этого подлечили. У нас теперь остались еще трое, но они все в той части порта. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. The wet boots shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems elsewhere. Сразу к бабульке зайдем. Ее вылечим. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Доктор Рид, да. I'm not sure the epidemic is what worries people most these. What can I do for you, Dr. Reed? Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I just heard the sad saint keeps on helping the sick and poor. God bless his soul. Aren't you worried about the conditions around here? Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Теперь вот здесь нам... Вот этого мужичка нам надо подлечить. Good evening, Mr. Woodbead. Good evening to you, my young doctor. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Nobody is immune to disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, doctor. Now maybe I'll live another day or two. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Goodbye, sir. Так, кого мне осталось вылечить-то? Точно вот эту вот предводительницу мокрых ботинок, она где-то здесь тусит. Foolish girl and her pretty principles. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You'll feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have.
Все, здесь всех подлечили, кто был в этом районе, отлично. В районе больницы у нас нет заболевших. Теперь еще в Уайтчепеле у нас 3. Ну, давайте. Так, как мы отсюда в Уайтчепел пойдем? Уайтчепел. Мы можем, в принципе... Можем и здесь пройти через больницу, на самом деле, какая разница. Все равно где-то идти. Готово. Ладно. Тут... А куда это этот? Ах ты! Слушай, немного ли их тут появляться стало? А, не бубни ты. Уайтчепел. Что там? Гаты, дядя. Слушайте, мне реально кажется, что врагов становится с каждым разом больше и больше, даже в тех местах, где их было меньше. То есть у них не просто уровень повышается, а их реально становится больше. Это у нас здесь эта тетка ходит, вот, которую надо подлечить. Good evening, Xiaoxun. Hao, Dr. Reed. It's good to see you again. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor. Goodbye for now. Так, вот этого надо подлечить.
Good evening, Mr. Petrescu. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Goodbye, Mr. Petrescu. Так, и вот эта тетушка, сестра того товарища слепого. When science fails you. Good evening, Может, он уже прозрел? Мы же ему рецепт-то отдали тогда. Так. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Так, все. Так, все, здесь всех подлечили. Здесь тоже заболевших нет. Отлично, значит, мы сейчас двигаемся в Вест-Энд. Быстрее всего будет отсюда. И в Вест-Энде мы идем по сюжету пока. Там у нас, да, есть еще 2 активных расследования, но с ними мы пока ничего решить не можем. Так, поэтому идем к клубу. Или там еще кто-то, а вот. Ну и перед тем, как заходить в клуб, мы сделаем наш первый на сегодняшнем стриме перерывчик на похлебнуть водички. Ну а после этого приступим к сюжетной миссии. В принципе, первое, мы к одному из расследований приступим после того, как получим 4-й уровень гипноза, чтобы попасть в дом Венеры. Именно через него мы сможем попасть в ту зону, куда нужно попасть для выполнения того расследования. Вот такие вот неконкретные фразочки. Вот. А касательно второго расследования, там, по-моему, мы по сюжету нас должны привести вот в то здание, которое тоже здесь в одном из районов Вест-Энда находится. В одном из регионов Вест-Энда. Вот, но пока стандартный 2-минутный на похлебнуть водички.
Продолжаем. Ну что ж, сейчас мы войдем в элитный клуб вампиров Британии. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. С тобой можно поболтать? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. There has been quite a battle here. Короче, стражи Привена сюда добрались все-таки, но судя по трупам... I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Судя по трупам стражей, все-таки победили вампиры. А, это выход. Это знаете, куда выход? Помните, я говорил, что мы забегали на заднюю сторону? Интересно, мы с улицы теперь сможем сюда зайти? Прикиньте, сейчас мы вышли, и нас больше внутрь не пустят. Вот это будет прикол. Но надеюсь, что так не будет. Так. Ну да, теперь мы можем зайти отсюда. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут еще можно найти. А, это ты? Ну, я осматриваюсь просто, чувак. Ну, я же не могу не осмотреться. Это кабинет. Тут у нас какая-то... История и цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон — ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршалу, первому графу Пембургскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского сообщества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества. Мы Аскалон, копье святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Так, это у нас здесь. Так, сколько у нас осталось листиков? С этой стороны 4, а с этой стороны 3. 7 листиков нам осталось коллекционных собрать. Может, еще и соберем все до конца игры, кто его знает. А может быть и нет. Но мы стараемся это сделать. Так, точно здесь 1, 2, 3. Да, здесь 3. А здесь 4. 7. Так. Здесь закрыто. It's locked, all right. Ну, пойдем на второй этаж.
Тихо, тихо, тихо. Один шиллинг. Да, смешно, смешно. Немножко подзатаримся. Ага, вот смотрите. Здесь вся тусовка за шторами происходит. Поэтому мы сперва обойдем кругом. Может быть, еще что интересного найдем. Мы такой взяли хороший кинжал. Ага. Надо будет его на верстаке тоже доработать потом. Так, это кто, Шекспир? Ну, похоже. Но не факт, что это Шекспир. Так. На Шекспира похоже, но не факт, что это он. I cannot enter. Здесь закрыто. Значит, нам все-таки придется там заходить через ту штору. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? На близкий друг. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Почему я? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who
made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Нет, не знаю. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Сначала я бы задал вопрос. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Что подразумевает членство? What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Правительство признает вас? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Я должен подчиниться? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Одного из вас я убил. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Какова цель клуба? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Что значит Аскалон? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Клуб основал Уильям Маршалл? William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Так, все. Ну, другого выбора у нас нет. Вступаем. Я согласен вступить. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
Угу. Поговорить с лордом Редгрейвом. Давай мы с остальными еще попробуем поболтать. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign echoes. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke English. Угу. Вот, кстати, Алоизий сидит. Сейчас мы к нему тоже подойдем. Ага, вот теперь здесь дверь открылась, которая была закрыта. Ладно, сейчас с Алоизием вначале поговорим. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Мне неуютно. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Алоизий Доусон. Столб этого района. Угу. Вы член клуба? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Расскажите мне о клубе. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Вы больны? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Вы не боитесь вампиров? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Это клуб не тайный? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Вы попросили принять вас в клуб? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Так, насчет лорда Редгрейва. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Вы знамениты. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. О стражах Привена. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Они наши враги. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Вы будете им помогать? Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Как обстоят дела в Вест-Энде? What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Деньги решают не все. Money cannot solve every problem.
This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Это, конечно, несправедливо, но это действенно. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Так, ладно. Давайте поговорим. Так, здесь ничего нельзя взять. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Вы знаете Эдгара Свонси? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Так вы за мной следили? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Кто такой Фергал? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Вы знаете, что я убил его? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Скали связаны с эпидемией. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Некоторые скали миртные. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. О, уровень гипноза 4 получили.
Так, фамильные портреты. Лорд Редгрейв хочет, чтобы я применил свои познания в медицине и ликвидировал все возможные источники распространения инфекции в Вест-Энде. Он очень обеспокоен тем, что эпидемия может затронуть богатые районы Лондона. Тем, что заразиться может элита Британии. Я постараюсь искоренить инфекцию. Полагаю, что сначала нужно расспросить всех местных жителей и собрать как можно больше сведений обо всех необычных происшествиях, связанных с эпидемией. Понятно. Так, а мы получили? Да, 4-й уровень гипноза получили. Значит, тогда мы сейчас сразу себе ставим в активные вот это расследование. Так. Ага. Так. Что, можно что-то... How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. Насчет Уильяма Маршалла. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. Он был вампиром. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Почему его кровь священна? Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Так, насчет Алоизия Доусона. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. Он правда член клуба? So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. Но он же смертный. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. О Великой Охоте. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. Маккалум не остановится. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. Насколько вероятно нападение? What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. This is an outrage. We shall... Так, а у нас там... О, у нас, кстати, появился разговор с доктором Свонси новый. Но у нас пока... Так, с леди Эшбери не появился разговор. Потому что теперь она говорит, что она же... Она, точнее, не говорит, а сказала при нашей последней встрече, что она теперь в больницу не будет наведываться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Поэтому, если бы разговор был с леди Эшбери, то значок был бы вот здесь, на ее особняке. Так, ну что, тогда я предлагаю еще раз сейчас поговорить с Алоизием. Потом я предлагаю все-таки завершить вот это расследование, а потом уже начать опрашивать граждан. Вот. Ну или даже можно завершить вот это расследование, а потом еще сбегать в больницу.
поговорить с доктором. Почему бы и нет? Chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valkod 2 nights ago. Ага, а Лаизи с нами пока говорить больше не хочет. Ну ладно. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Добро пожаловать. Так. Давайте-ка мы через задний вход выйдем. Почему? Потому что я хочу с этой леди крысятиной побеседовать еще раз. Может, теперь с ней какие-то продвижения возникнут. Мне кажется почему-то, что с ней тоже будет связано расследование, но пока оно нам просто недоступно. И, кстати, можно будет потом еще сходить туда, к этому... Его зовут? Ну, короче, с предводителю Братства Святого Павла, который предсказатель. Может, у него теперь новые подсказки появятся, так как новая... Ну, не новая глава, скажем так, следующий этап главы начался. Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Так, где эта дама с крысами? А, вот она. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Так. Я, конечно, могу ее загипнотизировать, но... А смысл? Вряд ли она от моего гипноза избавится от гипноза того, кто заставляет ее крыс жрать. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Я просто не уверен, что это мой гипноз поможет добраться до первого источника инфекции. Ну ладно, бог с ним. Еще с остальными надо будет поболтать, а там разберемся. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. Отлично, сейчас осмотримся. Тут в доме есть интересного. Потом уже с ней поговорим. На второй этаж единственное, пока не буду подниматься, потому что через второй этаж мы попадем в зону действия нашего расследования активного. Бывается. Так, ладно, первый этаж посмотрели. Сейчас поговорим с ней, потом пойдем на второй этаж. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Так, она здорова у нас. О жизни без мужа. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes,
And it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Сведения о районе. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Спасибо. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Что удивительного в моем возвращении? Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Так, о репутации семьи. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Об отравлении. Так, о частых ссорах с Кларенсом. Why do you and your husband argue so much? He is not the kind man I married and loved. He is obsessed now. Obsessed with chimeras. I feel trapped. It just makes me want to scream. Об одержимости Кларенса вампирами. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Ты не веришь ему? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Что ты о нем думаешь? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Об отравлении мужа. Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. Я не позволю тебе убить Кларенса. I cannot let you kill your husband, Venus. This madness is more insane than his obsession. What are you going to do? Report me to the police? I did my research too, Dr. Reed. The substance I use is undetectable. Don't press your luck. And did you see Clarence's state of mind? What would become of him if left alone? Я уже сейчас, честно говоря, думал, он сейчас ее тут загрызет. Но нет. Слава богу. Мне просто важно, чтобы все жители оставались живыми, так скажем. Так. Доказательства к существованию вампиров. Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? He's my friend. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me,
What are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Clarence went outside again. Так, об источниках заражения. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Goodbye for now. Так, I remember when Mary came here with her husband. добраться до второго источника. Так, первый источник, вот он у нас. А, подожди, они оба, что ли, там? Так, ну в любом случае нам еще до доктора Свонси надо будет сбегать. Ладно, не будем торопить события. А не, смотри, две метки. Подожди, а почему? Ну, на карте у меня одна метка. Если на компасе две... А, вот. Вторая просто так немножко незаметно слилась с надписью End от West End. Понятно. It's locked, all right. Дневник Венеры. 9 июля 1918 года. Вчера я весь день проплакала от радости. Я и не знала, что счастье может причинять такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта, живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи. Спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. 14 августа 1918 года. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации. Но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Его не волнует инфлюенса. Он равнодушен ко мне. Он начинает меня пугать. 21 сентября 1918 года. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Он хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вот, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что там он лишился разума. 24 сентября 1918 года. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю, и еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали, но это необходимые расходы. Так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо. Я не знаю, что делать. 5 октября 1918 года. Сегодня мясник, мистер Голлей, прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумал, что это связано с эпидемией и новыми ограничениями, но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова. 8 октября 1918 года. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Да. Так. Кларенс тратит семейное состояние на свою кампанию против вампиров. Понятно. Так. О. Забытая библиотека. Есть ли у вампиров союзники среди живых? Да. Они называют себя братством. Они разными способами служат своим бессмертным хозяевам, возможно, в обмен на привилегии и знания. Их руководство, их тайный совет, строящий планы по борьбе с нами, находится где-то в Лондоне. Я называю это место «забытая библиотека». Именно там эти предатели хранят найденные оккультные книги.
Я лично предлагаю 1000 фунтов тому, кто первым принесет мне доказательство существования этой библиотеки и укажет ее точный адрес. Кларенс Кросли. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. Ага. Так. Здесь у нас 3 листочка. И здесь у нас 3 листочка. То есть нам осталось 6 коллекционных листочков собрать. Угу. Так, ладно. Так, а дверь можно закрыть? Туда куда-то. А, то есть обратно туда прыгнуть нельзя, да? Только вниз спрыгивать. Ну это ладно, ничего страшного. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Любовное письмо Эмиля. 5 ноября 1918 года. Дорогой Жак, я мечтаю снова тебя увидеть. Сегодня вечером? Завтра? Просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. О, это восхитительная боль от сладкого укуса в шею. О, мой демон-искуситель, на секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там, на мосту. Но нет, мой дорогой Жак, ты остался там тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей крови и вернуться к моей милой подруге Шарлотте уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней, немного, конечно, так, как ты учил меня играть со смертными, а затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править ночным Лондоном, мы очистим его от грязных душ. Навечно твоя Эмили. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Так. Обыскать комнату. А здесь что-то еще есть? Мне кажется, я... А, подожди, вот что-то. Blood. I should follow the trail. Идти по кровавому следу Эмили. Так. Hey. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Oh. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Вы из Франции? You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Дорогой кузен, мы родственники? Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear.
I tend to consider all Ekons as family, don't you? Что вы здесь делаете? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. Вы рады чужому горю? You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. Чем займетесь? What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Это ведь вы оставили кровавый след? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Вы заслужили смерть? Ну, хрен знает. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Сообщить Шарлотте Эшбери о пропавшей подруге. Так, ладно. Ну, тут, понимаешь, тема такая. С одной стороны, вроде даже в Аскалоне они там говорили, вот, слишком много чужаков в городе, они даже не говорят по-английски. Но, с другой стороны, я вроде как припоминаю по двум своим прошлым прохождениям, которые были в 2018 году на релизе игры, что если убивать вот таких вот, скажем, вампиров, не просто вот, которые на улице есть враги-вампиры, да, которые обычно с саблями прыгают, этих можно, понятно, убивать. А это вроде как такой, знаешь, персонаж. Он, конечно, в статистике района нигде не указан как житель, но это персонаж, ну, как бы это странно не прозвучало, говорящий. То есть персонаж, который не просто тупо на тебя нападает, а с которым можно поговорить. И вот мне кажется, что за убийство такого вампира Аскалон может как-то в дальнейшем предъявить. Поэтому я решил так, как я решил. Конечно, жалко подругу нашей дочки леди Эшбери, но, блин, она действительно хотела сама обратиться, и так уж получилось, что организм ее не выдержал, так скажем, процедуры обращения. Жаль, но... Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Так. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Так, рассказать об Эмили. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me.
Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Кол Шарлотты. Кол Шарлотты, кол Шарлотты. Так, ладно. Шарлотты. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так, это расследование мы завершили. Отлично. Так, теперь сбегаем поговорить с доктором Свонси. И думаю, что один раз в больнице мы отдохнем. Может быть, у нас цветок расцветет после второго раза. Вот. Ну, естественно, что после того, как отдохнем, скорее всего, у нас появятся новые заболевшие в разных районах. И надо будет их подлечить, а потом уже пойдем по сюжету. Ну, как-то так, да. Но сейчас мы первым делом поговорим с доктором Свонси, когда придем в больницу. Потом на верстаке кое-что там подлатаем. Потом передохнем. Потом пройдемся по заболевшим. Ну, может, конечно, нам и повезет. Может, у нас заболевшие не появятся. Это маловероятно, но возможно. У нас были такие случаи, когда мы с вами отдыхали, и после отдыха у нас новые заболевшие не появлялись. Так, я туда иду? А, ну да. Доктор Свонси. Вот единственное, что еще тоже немножко напрягает, то что когда мы отдыхаем, все враги зареспаунятся. Я понимаю, что в принципе это нужно для прокачки. Вот, но с другой стороны это немного напряжно. Тем более врагов, как по мне, с каждым разом становится все больше. Доктор Свонси, доктор Свонси. О чем мы с вами можем поболтать? Документиков у вас тут никаких не появилось? Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease, and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Распространение эпидемии. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Что насчет эпидемиологии? Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Нужно найти первого носителя. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Они следят за Аскалоном. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Насчет Алоизия Доусона. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. Он всего лишь богатый торговец. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England.
Так, он выходил на связь с братством? Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Thank you for your time, Edgar. Так, ладно, с доктором поболтали. Так, больше у нас ни с кем тут восклицательных знаков не появилось, но мало ли кто-то решил вдруг тоже поболтать. Так, цветок наш пока не расцвел. Шарлоты. Отлично. Все поулучшали. Ну, это у нас те штуки, которые, в принципе, дальше второго уровня не улучшаются. Это наш начальный инвентарь. И то он вначале был серого цвета, мы его еще даже до зеленого прокачивали. Да. Теперь отдохнем. Отдохнем. Следующей ночью. Так, в больнице никто не заболел, это уже хорошо. О, а вот в доках позаболевали, смотрите. В доках у нас заболел Буд Дигби. У нас заболели Сабрина, Том Уотс. Короче, вот эти трое, они в одной части доков, а этот в другой части доков. Ну ладно, бог с ним, там доберемся. Так. Ага, в Уайтчепеле. В Уайтчепеле у нас нет заболевших новых. Ладно. В этом, в Вест-Энде тоже нет. То есть, по сути, нам только в доках нужно 4 вылечить. Хорошо. Цветок не расцвел. Цветок пока не расцвел. Ну ладно. Так, как мы лучше в доки пойдем? Можно и так.
Паровоз, паровоз. Там даже 2 встречных паровоза прошли. Так, ладно. Так, это мы в Вест-Энд пошли. Нет, нам не сюда немножко. Нам вот сюда скорее. Good evening, Mr. Grader. Are you sure nobody followed you here, Dr. Reed? Do you need help, Mr. Grader? Death by disease or by bullet? Do I really have to choose? Well, I have nothing to stop the bullets, but this should make you feel better. You have a strange sense of humor, Dr. Reed. But thanks anyway. Goodbye, Mr. Grader. Take care. Vampire killings in utter silence. He didn't deserve this. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? I was told he caught a deadly disease but survived against all odds. Maybe he really is touched by grace. Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted, houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the Turquoise Turtle for a while. Tom always said we got to keep the doors open. But thank you, Doctor. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You'd best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Так, Сабрина скрывает. Так, Сабрина считает, что порт — это опасный район. И ей здесь неуютно. Осталось у нас вылечить Тома. Ну, они оба здесь. Том — это бармен местный. А этот на заднем дворе бара в стрельбе тренируется, скорее всего, опять.
Все в опасности? So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. О пабе. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Паб, нейтральная территория. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Ваш босс умеет вести переговоры. Ваш босс умеет вести переговоры? Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Откуда вы? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Я не сужу о людях по цвету кожи. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Простите, если побеспокоил. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Что вы на самом деле испытываете к боссу? Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Над вами смеются? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Он вас любит? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Том покончил с преступным прошлым? Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Goodbye, Miss Cavendish. Not long ago, this sort of mess. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Do you need any help? Can't be good for business to see the bartender coughing your beer. Indeed. It would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. Goodbye, Mr. Watts. So few clients. With the epidemic, no one dares go outside. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. You again. What do you want? Do you need medical help, sir? Yeah, I do. If you can throw in some drugs, I can find use for that too. So you can sell them on the black market? Sorry. I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reed. Don't cost me nothing to ask. Goodbye, Mr. Digby. Так, всех мы подлечили. Так, да, здесь мы подлечили всех. Здесь у нас нет заболевших, здесь у нас нет заболевших, и здесь нет. Все, можно идти дальше по сюжету. Так, как нам лучше?
Наверное, будет быстрее через доки пройти туда. Так же, как мы пришли, по сути. Через доки. Это спрыгнул. Это был Волкот. Так. Орёт. Ты что ли? Не ори, все хорошо. Вот мы уже практически и в Вест-Энде. Мы в Вест-Энд пришли. Так. Теперь давайте смотреть. Первый дом у нас... Ну, пойдемте. Нужно все-таки попробовать на ней гипноз. Блин, а если он скажет именно сожрать ее, а я же не хочу ее жрать. Но с другой стороны, может, когда она попадет под мой гипноз, она от того гипноза это освободится. Вот вопрос, понимаешь, что? Rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Я не знаю. Эти все подсказки. Могу ее загипнотизировать, но даст ли мне это что-то? Вряд ли это что-то дало, какой-то положительный эффект. Да. Но попробовать стоило. Goodbye, Miss Billow. То есть в моем случае гипноз срабатывает на них просто, что можно ими управлять. И поля отвести в тихое место и там скушать. Но так как мы горожан кушать не хотим, даже таких злодеев, как священник, ну... Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Oh my god! Что им нужно? Что им надо? А как мы сейчас к первому дому будем подходить, да? Так, ладно.
Почему иногда второй, иногда третий выстрел делает автоматически? То есть я на кнопку сейчас нажал один раз, а он произвел 2 партии выстрелов. Ладно, параболом он полуавтоматический. Фиг с ним. It's locked, all right. Вот, но у нас же так бывало, я это подмечал на прошлых стримах, то, что мы стреляем, допустим, из пистолета 2 раза, то есть кнопку нажимаем 2 раза. При этом третий выстрел все равно происходит сам собой. Я не знаю, с чем это связано, но так иногда происходит. Так, это нам, похоже, сюда как раз. Ага, эта дверь была наверху закрыта, теперь она открыта. Первый дом, который мы можем зачистить от инфекции. Так, ликвидировать первый источник инфекции. Так. Наверное, здесь какой-нибудь мощный враг будет, скорее всего. Образец концентрированной густой крови. Возможно, это у нас новая микстуру можно будет из него сделать. Так. Это у нас тут... This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Короче, тетку порвали. Так. Надо быть аккуратнее. Мне кажется, здесь будет какой-то мощный вражина. Вопрос, в какой комнате он будет. Так, там на первый этаж спуск. Давайте осмотрим комнатки эти. Здесь мужик сидит. Ну, понятное дело, что не живой. Его осмотреть можно? He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Ага. Выдавлены глаза и вырван язык. Да, это пипец как жестко. Особенно, я так понимаю, когда с ним это делали, он еще живой был. Это жестко втройне. Так. Так. Что у нас еще здесь интересного имеется? Так, орленок. А, ну мы такой плакат уже читали с вами. Мы их пару штук в Лондоне уже видели. Здесь вроде... Вроде все осмотрели. На первом этаже, скорее всего, мы с кем-то сразимся. Так что надо спускаться аккуратно. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Угу. Походу, за дверью нас что-то такое ожидает. Ну-ка. А кто здесь? Странно, никого нет пока. Пока никого не вижу в комнате. Опа. Опа. Это что такое за ха-ха-ха-ха? You killed your family. They mocked my talent. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это сразу на нее вот так. И вали ее. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Все? Серьезно? Собрать сведения о первом источнике. Подожди, а ее...
Так, вон я вижу сюжетную отметку на столе, поэтому мы сейчас все остальное осмотрим в комнате. Ну, слушайте, мы встречали 26-го левела обычных мобов. Это-то все-таки был босс. Притом по сюжетному заданию. Они как-то были помощнее. Хотя, возможно, здесь просто сработала правильная тактика. Мы применили на нее ульту сразу в начале боя. Потом я поставил щит, и еще пока даже ульта продолжала на нее действовать, я начал ее фигачить просто ударами меча, который сам по себе является быстрым оружием ближнего боя. Возможно, в такой комбинации оно сработало, и поэтому мы грохнули этого босса достаточно быстро. С другой стороны, не будем забывать, что у нас персонаж все-таки 50-го левела, а она какого 28-го была. Но с другой стороны, вспомните, как мы дрались с оборотнем, по-моему, с 25-м оборотнем, ну, в смысле, с оборотнем 25-го уровня, который нас чуть не замочил, хотя мы дрались 1 на 1, там в одном из переулков. Так что здесь не угадаешь, честно говоря. Но мне кажется, в этот раз просто была правильная тактика. Так. Так, ну здесь вроде бы больше ничего такого нет. Поэтому давайте возьмем сюжетную тему. Это какое-то письмецо у нас. Письмо из театральной школы Дорис Флетчер. Дорогая Эльза, я с огромной радостью сообщаю, что ты принята в мою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы. Ум, достоинство и смелость. Я буду лично тренировать и учить тебя. Я приглашаю тебя пожить в школе на время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для того, чтобы провести неделю в моей школе. С уважением, Дорис Флетчер. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Ага. Короче, я так понимаю, что мы еще в театр с вами потом по сюжету попадем. Ну, не сейчас, нам сейчас нужно будет идти во второе место, где местные говорили про источник инфекции. Так, стоп. А это дверь на улицу. Ну да, которая была заперта снаружи. Можно, в принципе, заскочить в особняк Ридов. Почему? Но я хочу там на верстаке кое-что глянуть. Верстак у нас, по-моему, наверху, если я не ошибаюсь. Да, верстак у нас наверху. Да, у нас новое сейчас будет это. Насыщенная сыворотка крови моментально восстанавливает 140 единиц крови. Осталось нам открыть. Вот у нас под вопросиком одна сыворотка противоядия. Рецепт неизвестен. Слушайте, а я вот не помню, чтобы у нас еще отравление было хоть раз за игру. То есть, в принципе... Хотя нет, ну как, после огня бывает, что снижается максимум здоровья, до которого можно восстановить, и тогда можно подлечиться только исключительно кровавым заклинанием. Точнее, кровавой способностью. Здесь так-то по факту в игре магии как таковой нет. Здесь есть просто вампирские способности. Вот. В принципе, вот эти вот, которые, как они, и хоры, по-моему, называются, которые взрываются этим ядовитым туманом-то. Вот. От них тоже начинает здоровье потихоньку отбавляться. Но я бы не сказал, что это длится слишком долго, поэтому применять противоядие, не знаю, насколько актуально будет в такой ситуации.
Серебряное зеркало. Так. Не знаю, в принципе, мы можем даже еще сейчас передохнуть. Ну да, вы знаете, зачем я на самом деле это делаю. У нас просто в больнице должен расцвести цветок. И за это мы должны получить ачивку в стиме, когда он расцветет. А расцвести он должен через несколько ночей после того, как мы его полили. Вот мы с вами после того, как его полили, отдохнули 2 ночи уже. Точнее, 2 дня. Потому что по ночам как раз наши приключения и происходят. Давайте отдохнем, бог с ним. Может, цветок расцветет. Так. Следующей ночью. Так, смотрите, в Вест-Энде у нас никто не заболел. Это уже хорошо. В Уайтчепеле у нас никто не заболел. Это тоже хорошо. В больнице у нас никто не заболел. Это просто прекрасно. Вот сейчас, если еще и в доках никто не заболел после отдыха, будет вообще шикарно. Слава тебе, Господи. В доках тоже никто не заболел. Отлично. Ну, мы, правда, сейчас к больнице не будем специально бежать, смотреть, расцвел цветок или нет. В общем, после этого отдыха у нас заболевших нет. Это ли не прекрасно? Так. Отсюда нам как раз будет удобнее выйти к этому дому. Готов. Даже кто? Да? Да ладно. Где-то еще орет. Где-то еще орет. И громко орет. Так, а дом у нас будет... Это здесь, да? Не, вот сейчас нормально. 1 раз выстрелил из пистолета. То есть 1 раз я нажал кнопку, 1 раз он выстрелил. Но чаще бывает немного по-другому. Так, я не туда зашел. Угу, я немножко не туда пошел. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Может, найдешь. Вот они, эти ядовитые враги. Они еще и после смерти разлетаются на отравляющее облако. Там еще один. Так, вот в этот нам дом. Мы ж, по-моему... А может, и не были.
Нет, мы были не в этом доме, мы вот здесь были наверху. Кстати, а почему тут... А, можно туда запрыгнуть. Мы когда город еще, район точнее, исследовали, мы первый раз в эту местность вышли как раз с того балкона с обрушенными перилами. Так, давайте мы еще один перерывчик на похлебнуть водички сделаем. Ну, стандартный наш двухминутный. Плюс мне еще тут пару сообщений в WhatsApp надо прочесть. Вот. Ну, через 2-3 минутки продолжим. Погнали в дом. Здесь, возможно, тоже какой-то босс будет. Так, мы можем прыгнуть. Ну, тут голоса даже слышны. Ясно. О! Отличный помповый дробовик. Магазин 3. О, это вот надо прокачать этот дробовичок на верстаке, опять же. И тогда мы его заменим на тот, которым пользуемся сейчас. Потому что, как минимум, в этом новом дробовике на 1 патрон больше. Так, здесь что-то есть, нет? Ладно, можно идти на 2-й этаж. Ох, ё-моё, их тут двое. Семейная пара, так. Да, японская это городовая. Все, что ли? Собрать сведения. Так. Сейчас соберем сведения. Здесь больше ничего взять нельзя.
Любовное письмо. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шубу. Я мечтаю о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня, ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне, и я подарю тебе ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на мне только последний из твоих подарков. О да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью, преданной тебе Дорис Флетчер. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Так, Гран-Гиньоль. Похоже, что два источника инфекции, которые я обнаружил в Эст-Энде, связаны с Дорис Флетчер, одной из самых знаменитых актрис Англии. До войны я видел ее в театре и должен признать, что она была потрясающей. Я решил отправиться в ее театральную школу и узнать, как она связана с данным кризисом. Понятно. Найти театр Дорис Флетчер. Но мы его уже находили. Он недалеко от особняка леди Эшбери. Единственное, что можно забежать к верстаку, чтобы дробовик новый, который мы подобрали, улучшить. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Так, ну я думаю, ближайший верстак в особняке. Дробовик. Так, 672 урона. Так, а у нас сейчас который? У него тоже 672 урона. Нет, это этот. У этого 806. Блин, очень странно. 806, а у этого 672. Надежный помповый, который производит широко, используют в Соединенных Штатах Америки. Что-то я не пойму, мы подбираем более хорошие дробовики, а получается, что... тут время перезарядки намного быстрее. Ну, давай опробуем. Конечно, урон у него поменьше, чем у этого, но 3 патрона и перезарядка быстрее. Можно попробовать. В принципе, мы не так часто вообще из дробовика стреляем, чаще из пистолета. Так. Угу. Отлично. Ты чё, обновлял? Еще надо было дробовик на них опробовать новый, но ладно.
На ком-нибудь следующем опробуем дробовик. Но опять же, дробовик не пистолет, он в ближнем бою хорош, а на дальних дистанциях он... Ну, кстати, там какие-то товарищи, сейчас на них опробуем. О, кстати, этот священник. Ну-ка. Неплохо. Дробовик на ближней дистанции показал себя очень неплохо. Я, правда, не успел заметить, какого левела они были. Может, они просто низколевельные враги. В смысле у нас 0 патронов для пистолета? Ты серьезно? Прикиньте, у нас патроны для пистолета закончились. Вот это прикол. Странно, они вроде с врагов достаточно часто выпадают. Ну ладно. I cannot enter. Так, дверь заперта. Так, как туда проникнуть? Пробраться в театр. Так. Может, как-то отсюда? О, смотрите, там у нас появился разговор с леди Эшбери, кстати говоря. Неожиданно. Пойдемте поговорим с ней, потом будем искать, как туда забраться. Тут все равно все близко находится друг от друга. Тут еще можно прыгать. По-моему, вот сколько мы с вами играем, первый раз у меня на пистолете патроны закончились. Серьезно. Она, наверное, наверху. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. О вашем расследовании. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Кого вы хотите выследить? Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. Когда вы вернетесь? When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Новый вид скалей. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scals come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. О ваших картинах. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece.
Ну, кстати говоря, вот если представить ее в платке или в косынке, она будет похожа на даму с картины «Дама с горностаем». Там же было сказано, что ей вроде как ходят слухи, что она даже когда-то была натурщицей у одного известного художника, только мы не знаем у какого. Ну вот если так, ее немножко... Может быть, может быть. Так, расскажите о своем шедевре. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Вы знали известных художников? Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Ну, кстати, да, вспомните, в прошлый раз, когда мы здесь были и смотрели, портрет был еще такой, можно сказать, в карандаше. Теперь уже на портрете потихоньку начинают появляться цвета. И мне, насколько помнится, здесь как в Dishonored было, помните, в первом, там, где этот, кто там, мальчик или девочка, этот наследник-то престола, дарит в конце игры портрет, а по мере игры этот портрет висит на стене, и там, в зависимости от того, проходишь ты по стелсу или наоборот, там убиваешь тех, кого можно было не убивать, там в зависимости от этого тоже меняется изображение персонажа, как его видит вот этот ребенок. И вот здесь, получается, тоже, мне кажется, если бы мы убивали горожан, то Джонатан на этом портрете выглядел бы больше как вампир, нежели как человек. Так. С ней поговорили. Теперь осталось понять, как залезть в театр. Ну, это ты уже слишком далеко уходишь. Как же в театр нам попасть? Вот же очень интересно, да? Так, а ну-ка активирую-ка расследование, потому что по всему получается, что мы сейчас как раз идем к тому месту, к которому подходили. Сейчас мы дробовик на нем опробуем. Какого-то левела.
29 левела. Не, ну если дробовик так выносит тех, кто 29 левела, это неплохо. Это очень неплохо. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Ну, здесь по-прежнему закрыто. It's locked, all right. А можно залезть теперь выше. О, поезд поехал. Чух-чух-чух-чух. Театральная школа Дорис Флетчер. Так. Сразу какая-то записка. Предсмертная записка. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате, указания раздает мне в записках, а репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции? Она выходит на сцену, полная ненависти, плюется от злости и ноет о своей угасающей красоте. Эта тварь больна, она прогнила уже насквозь и собирается заразить здесь всех, а потом дойдет и до всего Лондона. Следующая премьера будет не раньше декабря, и к тому времени она весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяний. Я думаю, она как-то отравила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто бы не нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будет милостив ко мне Господь и построит мою грешную душу... Что? И простит мою грешную душу за то, что я отказываюсь способничать этой дьявольщине. Так. Понятно. Значит, скорее всего, превратилась сама Дорис Флетчер. Я понял. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Так. Фаталити. Так, здесь можно зайти. Но я хочу посмотреть, что тут еще по коридорам запрятано. Здесь наверняка что-то еще есть интересное. Старый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 17 августа 1918 года. Я видела ее наяву, ведьму из моих детских кошмаров. Суку, которая много лет мучила меня. Я видела ее и содрогнулась. Ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна, и хотела увидеть ее страдания. Да, я изменилась, стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти. Но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидела ее слабое тело на маленькой койке, увидела ее страдающую, больную, побежденную... Вот. Она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала. Она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп.
И хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства. Нет. Хуже всего было то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть, ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь. Я и моя мать, мы одинаковые. Слушай, а вот эта вот, которая в скале-то превратилась, это случаем не ее мать-то, которая в больнице была? Я уже забыл, как ее зовут. Все может быть, все может быть. Так, смотрите, здесь можно еще свалиться вниз. И вот что лучше, свалиться вниз или все-таки открыть ту дверь? Потому что если мы свалимся вниз, не факт, что мы сможем запрыгнуть. Так. Ага. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Так, понятно. Опа. Здесь можно еще ниже спуститься. Так, это вот основная дверь. В принципе, ее отсюда можно открыть. Но пока этого делать не будем. Так, смотрите, а здесь закрыто, кстати. It's locked. Отсюда мы пришли, но еще туда пробежимся дальше. Крысы бегают. I cannot enter. Дверь заперта, ладно. Здесь можно спускаться. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Alas, poor Doris, I knew her well. And many... Who are you? You who dared enter my realm? Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was,
and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade, come to me, my servants, avenge me! On guard! Опа, саблю взяли. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Подожди, а записная книжка? Записная книжка еще где-то здесь у нас. Не найдена осталась. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Так, ну-ка. Новый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 24 октября 1918 года. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием. Они получат мое благословение. Мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь. Они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Так. Да. Так, видимо, книжку мы сейчас не достанем. Хотя...
Ну, сейчас мы выйдем из театра, мы потом, наверное, же сможем туда снова зайти. Я так думаю, что сможем. Мы саблю, кстати, новую там взяли. Return later. These people want me dead. I need to leave now. Так, выбраться из театра. Так мы вроде как уже выбрались из театра. So Doris just needed to be close to her audience. Противоестественный отбор. Рассказать лорду Редгрифу о Дорис Флетчер. Глава 5. Contagion through skin. Very disturbing. This is no place for a gentleman! Over there! Так. Кстати, что за сабля? Сабля, урон 140. Но это она еще не прокачанная. Надо ее прокачать, а потом уже делать выводы. Будет лучше она, чем меч или нет. Так, кстати, по скорости она, наверное, такая же. Здесь 10-20, здесь тоже 10-20. Длинные сабли, которую часто носят офицеры флота. Так, давайте посмотрим на карту. У нас появился новый разговор с доктором Суонси. У нас не появилось нового разговора с леди Эшбери. Сейчас я чисто, знаешь, так на дурачка попробую снова в театр зайти. У нас же там остались еще. Мне кажется, что это в театре находится ящик Пандоры. Это записная книжка. Я, конечно, могу ошибаться, но... Сейчас мы посмотрим, можно будет зайти или нет. Ага, здесь закрыто. It's locked, all right. Здесь тоже закрыто. I cannot enter. И здесь закрыто. Облом. Так просто не получится, да? Угу. Жаль, конечно. Ну, я на всякий случай еще гляну с главного входа, может, мы сможем зайти. It's locked. И здесь тоже заперто. Ладно, давайте сбегаем в больницу, поговорим с доктором Свонси. Кстати, мы, наверное, можем так быстрее через парк насквозь пройти. Заодно глянем, не расцвел ли цветочек там наш. А я-то думал, сейчас вот мы за один раз и расследование завершим. Нифига подобного. Видимо, теперь должно какое-то время пройти, чтобы как бы эти стражи оттуда ушли из театра. И тогда в него снова можно будет зайти. А может быть, достаточно отдохнуть, чтобы снова можно было зайти. Я проверю. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly.
I turn my back for a moment and away you go. Вы видели леди Эшбери? Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. Об отношениях с Дорис Флетчер. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Так, она сильно мутировавший скаль. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Слышали о подобных случаях? Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. Called them Icors. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Все, восклицательный знак с ним исчез. С ним поболтали. Так. О, цветок расцвел. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. О, дали ачивку. Жизнь после смерти — странная штука. Всё, у нас цветок, получается, на третью ночь расцвел. Так, 260, сабля 273. Давайте попробуем саблей помахаться. Бич драконов. Оружие ближнего боя. Сейчас мы саблю себе экипируем. Ну-ка. А здесь нельзя. Хотел здесь помахать. Но все равно мы давайте отдохнем. Ну, чисто для того, чтобы, может быть, в театр мы зайти сможем. Снова, как после отдыха. Правда, скорее всего, придется побегать немножко, полечить горожан, но ничего страшного. Следующей ночью. Так, смотрите, в больнице у нас один заболевший. Так, в доках у нас два заболевших. Это кто? У нас Дайсон Делени и Руфус Кингсбери. Но они, короче, там недалеко друг от друга. Так, ладно. О, идите колотить. В Уайтчепеле сколько их позаболело. Это же подстава, а? Ну так... Супер просто.
Отдохнули. Ну ладно. Так, ну начинаем с больницы, потому что тут один. Потом идем в доки. Из доков тогда, наверное, мы попадем в этот, в Эстенд. А из Эстенда в Уайтчепел. Ладно, погнали лечить, что делать. Какова работа доктора? В прошлый раз почти никто не заболел, а в этот раз прям бам-бам-бам-бам. Good evening, Mr. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid... You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Хотя, с другой стороны, мы можем сразу пойти в этот, как он называет, Уайтчепел. Здесь тоже недалеко, если от больницы бежать. Как-то здесь до Уайтчепела рукой подать. Ну, вроде так машет неплохо. Здорово. Очень неплохо. Кто стучится-то? Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Не, сабля зачетная. Так, кто у нас заболел в Уайтчепеле? У нас заболел поэт, у нас заболел Альберт Палмер, это сын этого. У нас заболел сын этого. Короче, у нас много кто. И проститутка с журналистом. Так. Журналиста есть. Так, давай. Good evening. Давай лечиться. Do you need assistance? That would be not. If you persist in investigating, thank you, sir. Ну, я пропускаю диалоги, потому что во время лечения у них диалоги, как правило, повторяются. Их там есть 2-3 варианта, и они между собой ротируются и повторяются. Поэтому при лечении я диалоги скипаю. Так. Тем более, что лечить нам сейчас много. Точнее, многих. Good evening, Mr. Nithic. And good evening. Do you need me? I understand. I'll leave you alone, sir. Ладно. Так, проститутка тоже где-то здесь должна быть. Вот она. Good evening, Christina. Кристина Попа. Do you need any? It depends. I am shocked that you would think I am. Forgive my suspicion. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так, теперь, значит, пацана надо подлечить вот этого. Good evening, Harry. May I come in? Sure.
sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Do you need any? Yes, I do. You'll feel better with this. I'm not sure I'm happy with... Так, кто у нас еще в районе остался? Ага, еще второй пацан, который своим отцом, я понял. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? Ладно. Oh, Dorothea. I'm so As long as you have the money. Так, это батя, а нам нужен сынок. Вот сынок. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now, Do you need assistance? please. There you go. Very fun. Goodbye, young man. Так, этого вылечили. Всё, в этом районе всех подлечили. Так, ой, в Вест-Энде кто только не заболел. Все позаболели практически. Ну, практически, но не прям все. Так, ну нам ближе действительно в Вест-Энд отсюда сейчас ломануться-то. Так, это мы... Ну-ка, сейчас посмотрим, можем мы зайти, не? Здесь не можем зайти. It's locked, all right. И здесь мы не можем зайти, от подстава. Видимо, придется ждать до следующего визита в театр по сюжету. Ну, серьезно. Получается, что так. Так, ладно, бог с ним. Так, сейчас. Мать его надо вылечить. Hello again, Mother. Jonathan, back already? Do you need my medical attention, Mother? Oh, you know I always refused to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but thank you, my son. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Так, ладно. Так, Такимуру надо. Так, ее, по-моему, не надо, да, лечить? Нет, она здорова. Вот Такимуру надо лечить, это я помню. Этот тоже, по-моему, здоров. Такимуру где-то здесь тусовался. Вот он. Good evening, Mr. Kimura. Good evening, Просто Dr. Кимура, Reed. я вот Такимура. Do you need medical assistance, sir? Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution. But I'm afraid my imprisonment has done more harm than I thought. There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now life is as precious as it is fragile. Так, кто у нас остался здесь? Эти две в магазине. Вот это на заднем дворе. А, вот
Этот товарищ в магазине, эти вот тут церкви. Короче, большинство, кроме Биллоу и кроме вот этого Рассела, они все там, в другой части района. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Так, Биллоу у нас где-то за клубом. Биллоу у нас где-то за клубом бродит. Сейчас мы ее подлечим. Вот она. Can I help you? Yes. I will take that as a yes. Even if I would prefer to help you in another way. Make it stop. Please. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Women die too in this war. It has been such a long time since I last. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Так, этого мы вылечили. Пойдем в другую часть города. Так, вот в эту часть нам надо. Здесь оставшиеся заболевшие. Оставшиеся заболевшие. Ну да. Оставшиеся заболевшие, все правильно. What you say? Over there! There's one that's... Ну, я знаю, что там наверху еще двое. Или один, или двое. Пофиг на них пока. Так, давай сейчас этого на лавочке, который из них болеет-то. Hello again. Do you need... Indeed. You have nothing to be worried about. You should recover by taking this. Sounds so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. Goodbye for now, Mr. Baker. Так, вон коп, он тоже болеет. Dr. Reed. Do you need medical attention? I'm afraid I may have caught... You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Good evening, young lady. My mother always prefers when people simply call me Carol. Do you need my medical... Oh, please, sir. Don't be shy. It's my duty to take care of you. Thank you, sir. Much obliged. Goodbye, Carol. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps Good you should evening, talk- Miss... You know you can... Do you need my... Oh, yes, I feel so... I'm just doing my job. Perhaps. But I have always been grateful for your concern, you know. Так, остался у нас в этом районе один.
Товарищ Индус. Кстати, проверим заодно, может у него новые предсказания появились. Так, здесь у нас все. Здесь. Так, еще в порту у нас двое. Еще двое у нас в порту. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reed, I am glad to see you again. Trying to tell us. Good evening, Jonathan. Do you require... You'll feel better after... Thank you very much. Так, ну это мы уже спрашивали. Can you read the card? Put the money... Here is the money. Love. Pure and unseen. Can you read the... Put the money... Here is the love. Не, он все то же самое по предсказаниям повторяется. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Так, ладно, это бы мы вылечили. Нам лучше пойти отсюда. Нам лучше через Вест-Энд прям в доки попасть на самом деле. Знаете, я еще раз гляну описание ящика Пандоры. То что-то как-то... Ну, уже в 5 главе. Надо глянуть, чтобы не пропустить. Так. Угу. Так. Угу. Ну да, по этому расследованию можно пока расслабиться до конца 5 главы. Ладненько. Пусть будет так. Сейчас мы пока еще бежим в доки. Чтобы там еще народ подлечить. Ну, видите, так бывает. В прошлый раз мы отдохнули, у нас что там, вообще заболевших не было после отдыха. А в этот раз прямо очень много их стало. Так бывает. Если бы мы, кстати, отыгрывали отрицательного вампира, мы бы на этом вообще не заморачивались на лечении. Но так как мы отыгрываем более-менее положительного героя, то
Соответственно, надо лечить. Опять этот здесь. Так, кто у нас там заболел? Пьяница, по-моему, да, из таверны. И пацан. Так, пацан где-то у нас... Так, вот наш первый заболевший. Good evening. What? Inebriation. Yes. Take this. Hey. Так, этого подлечили. Да, еще паренька здесь надо подлечить. Goodbye. Он тоже здесь неподалеку. Здесь неподалеку. Вот он. А, нет. Или да. Нет, это не он. Вот он. Evening, Rufus. Evening, Mr. Do you need help? A real doctor. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. To every night a darkness, and every dawn another death. Всех подлечили. О, это наше самое первое убежище, на самом деле. Следующей ночи. Конечно. Все равно один какой-то еще. А, это Сеймур. Ну, он тоже здесь недалеко. Больница. Хорошо все. Так, в Уайтчепеле тоже все хорошо. Так, а здесь кто заболел? Перикл Бейкер. А. Теперь второй брат заболел. И дворецкий. Понятно. В общем, здесь двое, здесь 0, здесь 0, здесь 1. Ладно. Бог с ним. Я-то просто думал, сейчас я... Что за звуки такие? Что это вот этот за звук такой? Тю-тю. Так, вот он, по-моему. Maggots and liars. Good evening, Mr. Yeah. Do you require... I don't know which... And is it your purpose as well? Так, этого вылечили. Всё, здесь никого не надо. Здесь никого, и там двое. Понятно. Goodbye, Mr. Fishburne. Так.
А я так, когда вот... Я почему вот раз решил отдохнуть так быстро? Я думаю, ну раз так много заболело, мы сейчас всех подлечили, значит новых заболевших не будет. Ага. Как говорится, держи карман шире. Не, ну их не то чтобы много заболевших, ну. Так, сразу можно дворецкого подлечить, и потом надо будет сбегать в ту часть города, чтобы одного из братьев подлечить. Подожди, а дворецкий что, не здесь? Я думал, он всегда здесь. А, не, вот он. Yes, Mr. Jonathan? Do you need medical I won't refuse. Here is your prescription. You'll feel better soon enough. Thank you very much, sir. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Так, этого вылечили. Bloody leech! Так, ладненько. Ну да, второй теперь заболел. Когда сразу не могли переболеть вместе. Ты уже ты сидишь или стоишь? Good evening. Do you need... I'm afraid I don't want to appear tactless, but you're risking your health by remaining outside at this hour of night. Says the doctor who also works outside at night. But as always, the imprudent person enjoys the company of their fellows. Так, все отлично. Здесь нет больных, здесь нет больных. Здесь мы подлечили тех двоих, одного точнее, который заболел. Ну и здесь двоих тоже подлечили, все отлично. Goodbye, Mr. Baker. Nobody takes them seriously. Women of all countries unite! Идем отчитываться. Здорово. Welcome back, Dr. Reed. Вы тела до сих пор не убрали. О, леди Эшбери тут. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury,
Only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We'll talk later, Jonathan. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the Pre-Wen end their hunt. Восклицательных знаков не появилось. Не появилось. Ладно. I think we're safe for now. I pursued and killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city? What is this new malevolence? Так, Алоизия уже здесь нету, ладно. Нету так нету. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Кое-что остается неясным. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. У меня много вопросов. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Почему Алоизий Доусон? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Он сам меня выбрал? Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Он знает, что я приду? Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Вы пригласили леди Эшбери? You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Что мне делать дальше? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Просто напоить его своей кровью? So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Это не опасно? Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Так, попрощаться. Goodbye, Lord Redgrave. Добраться до входа в церковь Темпла. Так.
Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Мне нужен ваш совет. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. У меня еще есть вопросы. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Так, совет насчет Алайзия Доусона. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Так, ну насчет Алайзия я скажу так, что в своих двух предыдущих прохождениях я оба раза его не обращал. И после этого у меня прям моментально рушились все отношения с вампирским клубом. Поэтому в этот раз, хоть мне тоже этот Алайзий не особо симпатичен, я его все-таки обращу. Так, насчет обращения Доусона в Экона. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Насчет лорда Редгрейва. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Откуда такая уверенность? How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Откуда столько едкости? Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. И плюс я вот сейчас пока играю, не прям сейчас вот в данный момент мне эта мысль в голову пришла, а вот я играю и потихоньку что-то вспоминаю о своих предыдущих прохождениях. Вроде бы вот Элизабет сейчас там даже можно сказать, что влюбленность у доктора есть в нее, но она тоже не так проста, как кажется. Поэтому во всем полагаться на ее советы тоже не стоит. Так. Ладно, пойдем.
It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Так, войти в особняк Алоизии Доусона. Расспросить жителей. Давай расспросим. Dr. Reed. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Так, еще можно о нем пораспрашивать. Так, подожди, а где магазин? Я магазин пробежал. А, ну да, вот. О, смотри, дочки нету. It's locked. А ты куда дочку делал, алло? Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Его брат-близнец погиб в авиакатастрофе. Goodbye for now, Miss Price. I hope you can stay a little longer this time. Дочка появилась. Good evening. My mother... Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Good morning. Good evening, sir. С этими можно поговорить. Do you remember? Hello again. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Good evening. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Надо было еще в первой части города тоже о нем поспрашивать. Мне кажется, все равно, чтобы эта строчка исчезла, расспросить жителей о Доусоне, мне придется еще и вернуться. Good evening. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900.
Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Лаизи был членом герметического ордена «Золотая заря» до 1900 года. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, Все, the теперь whispers of a войти в sun. особняк. So many signs. Так, особняк Алаизия, где у нас вообще? Так, стопэ. А где особняк? Я не вижу метку особняка на карте. Хотя, в принципе, я вроде могу догадаться. Где этот особняк? Помните, там была закрытая дверь? Ну, недалеко здесь. Там как раз какой-то особняк был за забором. Здесь можно пройти через убежище напрямую. Bloody leech! The power of the Lord commands you! Да, теперь здесь дверь открыта. Это, походу, и есть особняк Доусона. Странно, что он на карте не отмечается. Давайте сейчас еще один перерывчик на похлебнуть водички сделаем. И займемся судьбой нашего бизнесмена. Хотя кто его знает, учитывая, что я его никогда не обращал, может быть, даже когда мы попытаемся его обратить, его организм не сможет перенести обращение. Может быть, и так будет. Посмотрим.
Dawson's mansion. Here I am at last. Элизабет считает, что мне не стоит обращать Алоизия Доусона. Всю свою жизнь он был бессердечным тираном и вряд ли исправится, став бессмертным. Но теперь я член клуба Аскалон и поклялся повиноваться лорду Рейдгрейву. Я теперь не знаю, что делать. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Сперва надо осмотреться. Так, а он вообще где находится? Наверху, внизу? Пока непонятно, да? А нет, вот он внизу находится, ладно. Тогда сходим вначале наверх. Газетная статья «Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу». Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год, сегодня утром повесили в тюрьме Пентонвилля. Мистера Спэрроу приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательства того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было, но тем не менее его приговорили к смертной казни и повесили. Скотланд-Ярд отказался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которая привела к смерти миссис Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы. Однако 3 недели назад его понизили в должности без официального объяснения причин. Такой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование. Клейтон Дарби. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. Так, Чарльза понизили в звании из-за того, что он отправил невинного на казнь. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. It's locked. Locked. Так. It's locked, all right. Здесь закрыто.
Так, и здесь закрыто. Ай-яй-яй. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Верьте мне. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. Вы станете моим потомком. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. О питании крови. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. О стражах Привена. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Давайте продолжим. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Кто дал вам право решать? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. О карантинных зонах в Лондоне. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Вы построите две тюрьмы. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Отделите богатых от бедных. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Стены против эпидемии. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Инфекция может распространиться. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Строите огромную ловушку. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap.
That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Я услышал достаточно. I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Так, обратить. Загипнотизировать. Забудьте о страхе смерти. А что будет, если загипнотизировать? Блин. Но если мы обратим, и по-любому только хуже будет. Но с другой стороны, мы, если его не обратим, у нас сейчас с этим, с вампирским клубом все отношения оборвутся. Блин, вопрос. Обратить или загипнотизировать? Загипнотизировать — это просто он умрет. Блин, даже не знаю. Вроде бы игра всего лишь навсего, а что-то как-то вот... Обратить или не обратить? Ладно, давай уж обратить. Бля, хрен знает. Вот же прям... Подождите. Я не могу это сам решить. Так. Так, ну тут пишут, что типа если загипнотизировать, то он поможет с лекарствами и прочей хренотенью, и в районах воцарится, типа, будет в районах хорошо. Но вампиры все равно, как говорится, это... Сейчас я еще информацию немножко почерпаю.
Так, ладно. Ладно, тогда мы не будем его обращать. Хрен с ним, что нас исключат из клуба. Но мы сейчас его загипнотизируем, и пусть он тогда хотя бы городу пользу принесет. Хотя бы городу он пользу принесет. Ладно. В общем, да, если мы его обратим, типа нас вампиры похвалят, но для города будут последствия более плачевные. А так как я отыгрываю персонажа, который не убивает горожан, ну, соответственно, мы его гипнотизируем. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Пятый уровень гипноза. Ачивку дали на смертном одре. Район пострадает от ваших действий. Ладно. Сообщить лорду Рейдгрейву. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn, as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Так, от меча и погибнешь. Поговорите со старой Бриджит.
Странно. Там в гайде было сказано, что если его загипнотизировать, вот, то, соответственно, он пожертвует деньги на больницу. То ли там... Не, ну, с другой стороны, уровень гипноза у нас прокачивается только исключительно по сюжету. Поэтому больше, чем 4-й он у нас на этот момент не мог быть. Неужели действительно... Ну, а как? Может быть, надо было играть более агрессивно, чтобы был второй вариант гипноза, при котором действительно Алоизия остается живой? Или, может быть, даже так, что мы обращаем его, но при этом гипнотизируем, и он тогда жертвует деньги больницы? Либо в 2 гайдах, которые я посмотрел, кто-то, мягко говоря, выражаясь, брешет. Ну ладно, как бы там ни было, мы сделали свой выбор. Вот. Я хотел его обратить, потому что я никогда не делал этого раньше в 2 своих предыдущих прохождениях, но что-то как-то там было сказано, что он прям пипец жестить будет, и что если его обратить, люди будут болеть в 2 раза чаще, а так как мы заморачиваемся над тем, чтобы людей лечить, в общем, выбор сделан, господа. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Так, Бриджит пришла сюда. У нас, кстати, появился разговор с леди Эшбери. А мы сразу поговорим с Бриджит. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Никто тебя не видел? Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Как вы познакомились? How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. Каких ответов? What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Леди Эшбери в канализации? Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Скажи, что происходит. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Сначала я задам несколько вопросов. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Где леди Эшбери? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Лорд Редгрейв тебя знает? Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well.
And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Как Элизабет тебя отыскала? Elizabeth. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Что ты о ней думаешь? What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Зачем ей ты? Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Нельзя терять времени. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Передай, что я беспокоюсь за нее. Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Добраться до Пембургской больницы. Так. Смотрим, это у нас по факту сейчас идет глава 5.3. А вот это вот расследование, которое у нас сейчас активно, оно будет доступно, локация, на которой лежит эта книга, будет доступна в главе 5.4. Значит, нам по-любому в больницу, но я думаю, что будет вполне логично по пути зарулить к леди Эшбери, раз уж у нее горит восклицательный знак. И поболтать с ней. Кстати, что у нас? Ну да, по больным-то мы же не отдыхали, поэтому ситуация все такая же. Так, ладно. Ну, посмотрим, как отразится на состоянии района. В гайдах было, сказано, что если мы его гипнотизируем, типа он жертвует деньги на развитие медицины по всем районам. То есть, если мы его обращаем, он действительно начинает строить стену, чтобы оградить исключительно Вест-Энд. И поэтому в других районах там люди начинают пипец как болеть. Вот, а если типа мы его гипнотизируем, то он пожертвует деньги там на больницы, все дела. Ну, посмотрим. О, кстати, вампир. 32 уровня. Видишь, теперь за место охотников на нас эти вампиры из клуба охотятся, они высокоуровневые. Ну, если в этом заключается всего лишь то, что клуб на меня обозлился, и то, что мы не сможем зайти внутрь, то и хрен бы с ним, как говорится. А, да тут и эти стали. 32-е, 31-е. В принципе, уровень у противника повысился. Так что... Ничего страшного. Опа, смотри-ка, здесь у нас... А здесь не было раньше вот этой темы. Здесь просто был проход, правильно же? Или я уже что-то путаю? Ну ладно.
Так. It's locked. Elizabeth, I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Мне она тоже понравилась. Indeed, she has. I'm glad you like her too. Once this is all over, I will study the sewer skulls. I fear I have made terrible mistakes, founded upon erroneous preconceptions. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Все? Восклицательный знак исчез? It is I, once again. I'm all right, Jonathan. But find out what happened to dear Dr. Swansea. I fear for our friend. Хорошо. Ну, кстати, вот я, правда, не помню, где мы должны эти документы будем найти. Может быть, действительно, мы уже каким-то образом это профукали. Но я вот почему-то откуда-то помню, что именно по факту старую Бриджит и обратил лорд Редгрейв. То есть то ли она была его служанкой, то ли она была тоже дворянского рода и была его невестой. Ну, короче, он ее в результате обратил. Но она обратилась не в вампира, а в скаля. Вот. Здорово. Ну, я тоже обрез есть сейчас. Are the vampire hunters here already? Ну да, раньше здесь эта штука не стояла.
Да вроде все себя ведут как обычно. А вот у доктора кабинет Those открыт. bastards. What have they done to Edgar? Идите по кровавому следу. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Наверх. О, смотрите, у нас наверх открыта дверь. У нас до этого 3-й этаж был закрыт полностью. Там лифт, кстати, какой-то. Ага, ну здесь выход, да. То есть до этого у нас 3-й этаж закрыт был. Мы еще, по-моему, на первом стриме с вами. Или на втором мы до больницы добрались. Да, на втором. Мы пробовали... Ну, точнее, не пробовали, мы исследовали больницу, и вход на 3-й этаж был закрыт. Так, лифт. Ну, поехали. Посмотрим, куда нас этот лифт приведет. Босс какой-то будет. Ultraviolet curtains and ori calcium powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Pin you down! The blood of a true defender of this land will protect me. Оба, вековая вражда, ачивку дали. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Мы могли бы сотрудничать. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now.
For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Не, обращать мы его не будем. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Так. Бесстрастная наука. Стражи Привена похитили Эдгара Свонси и держат его в новом штабе. В бывшем театре Дорис Флетчер. Я должен пойти туда как можно скорее и спасти своего дорогого друга. Понятно, вот. И там же будет вот это. Главное не забыть, что книжечка вот эта, там она в сейфе в каком-то лежит. Что ее нельзя в инвентаре смотреть, иначе квест провалится. Очень важный момент. И там по-любому будут и другие файлы. Но главное не перепутать. Эта книжечка по ящику Пандоры, она будет лежать именно в сейфе. Так, можно, в принципе, передохнуть, наверное. Так, тут восклицательные знаки ни у кого не появились. Вроде восклицательные знаки ни у кого не появились, да? Давайте передохнем, в принципе. Да, скорее всего, после того, как мы отдохнем, нам придется снова пойти кого-то полечить, но это не так страшно. Так, цветок наш. Так, новых этих нету. Патроны. Патроны, патроны. Следующей ночью. Информация. Смерть Алоизия Доусона. Ночью умер всеми уважаемый житель Сити Алоизий Доусон, соучредитель и глава компании Доусон и Доусон. Скончался на 71-м году жизни. В последнее время здоровье мистера Доусона резко ухудшилось. Некогда деятельный бизнесмен почти перестал посещать светские собрания после того, как потерял брата. Теперь же Англия потеряла одного из самых влиятельных своих подданных, искушенного коллекционера произведений искусства и филантропа. Не так давно он добился разрешения возвести стену. Он все-таки добился этого разрешения вокруг Сити, чтобы сдержать эпидемию испанского гриппа, которая грозит опустошить Лондон. Впрочем, всего за несколько часов до смерти мистер Доусон отменил постройку этой стены. Более того, он пожертвовал крупную сумму каждой из больниц Лондона, не обделив и небольшие клиники и амбулатории. Значит ли это, что в Алоизии Доусоне, известном своей жестокостью и консервативностью, пробудилось чувство милосердия? Мы не знаем, однако благодаря его щедрости врачи смогли пополнить запасы медикаментов. За последние 24 часа смертность в городе существенно снизилась. Без сомнения, сотни благодарных жителей города соберутся на кладбище Святой Марии, чтобы проводить своего благодетеля в последний путь. СЛА.
Ну, значит, не так все плохо. Так, здесь все здоровые. Опа, здесь тоже все здоровые. И здесь все здоровы. Возможно, что это как раз вот результат того, что Алаизий пожертвовал медикаментами. И здесь все здоровые. Итого, что мы получаем? Порт санированное состояние, больница санированная, Уайтчепел стабильная, ну потому что мы не уберегли сестру Дороти, немножко не то решение приняли, но какое приняли. И, соответственно, здесь тоже санированное состояние невозможно, возможно здоровое, потому что Алаизий все-таки, как говорится, почил на смертном одре. Но я своим решением доволен. Так, все отлично. Пошли к театру. Как нам лучше? А, ну, лучше через тот мост. Ну, кстати, если теперь у нас не будут люди заболевать благодаря этому решению, это будет очень круто. То есть нам не придется после отдыха каждый раз бегать и лечить. Они просто будут здоровы. Хотя не факт, что это так будет. То есть один раз нам показали, что типа все заболели, но все выздоровели. Но вот будет ли так дальше, это вопрос. Здорово, пацаны. Да ладно. Ну и, кстати, что он этим крестом добился? Ну, покачался Джонатан несколько секунд. Он же в это время меня не бил. Хотя, возможно, это рассчитано на то, когда рядом с ним группа из других врагов, которые могли бы меня бить, если бы они оставались живыми на тот момент, когда он меня немножко обездвижил. Опа. Кто там? Лорд... Шеф? Лорд Шеффилд? Или как там его? Бабах, бабах. Чё, у этого сумки не было? Пойдемте в театр. Главное не забыть. Ту книжечку, которую мы достаем из сейфа, не читать. А еще лучше для верности вообще не читать подбираемые документы. Не, ну так я потом запутаюсь, какой я читал, какой нет. Здорово. Что-то он долго думал, стоял. Я уж думал, он на меня нападать не будет даже. Опа, это кто там? Опа. Готов. К труду и обороне. У нас на пистолет патрончики подкопились. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Так. Подвал.
какой-то чувак стоит. Ах ты. Я когда по поводу того дополнительного квеста «Ящик Пандоры» уточнял тему, там было сказано, что иногда проявляется такой небольшой баг, хотя, возможно, так и было задумано. Когда мы придем к сейфу, у нас может не быть от него ключа, а ключ выпадает с противника. И вот если так получится, что когда мы придем к сейфу, ключа у нас в инвентаре не окажется, то надо прочитать там где-то записку рядом с сейфом, где будет сказано, что ключ находится у охранников. После этого надо будет подняться, как я понял, куда-то сюда. И здесь появятся враги, у которых будет ключ от этого сейфа. В гайде это было названо багом, потому что вроде как эти враги должны в любом случае быть, и ключ из них должен выпадать даже до обнаружения записки. Но отчет Маккалума. 11.06.18. Я дочитал дневник Дорис Флетчер с болью и ужасом пополам. Господи, она собиралась распространить болезнь на весь Лондон, заразив всех, кто придет на следующий спектакль. Во многом именно благодаря этому я научился понимать, что происходит. Ее настоящее имя Дорис Джонс. Ну да, я так и подумал, что та старушка, которая сейчас у помойных скалей, это и есть ее мать. Так, она была дочерью некой Харриет Джонс, которая долгое время находилась среди пациентов Пембрукской больницы. Она ненавидела свою мать, но пользовалась своей известностью, чтобы повидать ее, когда навещала страждущих Ист-Энда. Не знаю, что именно произошло, но каким-то образом мать заразила ее, прежде чем та вернулась в театр. Потом она превратилась в то чудовище, которое кровосос по имени Джонатан Рид наконец одолел. Присутствие этого вампира в той же больнице, где лечили Харриет Джонс, не может быть совпадением. Я убежден, что Рид глубоко вовлечен в распространение вампирской чумы, которая охватила Лондон. Я также убежден, что Суонси его сообщник, и вместе они планировали нечто куда более страшное, чем все, с чем сталкивались стражи прежде. Думаю, мне стоит поискать ответы в старых книгах и манускриптах, которые сохранили стражи. Наверное, это будет полезно. Сейчас же мне нужно выслать патрули, чтобы выяснить, что происходит в Пембрукской больнице. 11.08.18. Я 2 суток изучал пыльные записи и книги в хранилище. Боже, ненавижу эту пустую трату времени. Впрочем, поиск дал свои плоды. В мемуарах Уильяма Маршалла я нашел описание ситуации, подобной нынешней. Я вырвал эти страницы и забрал их с собой, чтобы еще раз вдумчиво прочесть. Этот кошмар, существо, с которым Маршалл якобы сразился в 1666 году, собиралось уничтожить Лондон. Есть сходство с историей Дорис Флетчер, болезнь, распространение инфекции, ненависть к живым, стремление потрясти весь город. Не сомневаюсь, что за всем этим стоял клятый древний кровосос Уильям Маршалл, и в том, что он вернулся. Если стражи наконец смогут найти и уничтожить эту древнюю мерзость, это будет нашим величайшим достижением. Полагаю, в 1666-м Маршалл сделал ровно то же, что Рид собирается сделать сейчас. Все из-за того, что эта тварь, кошмар, отказалась им подчиняться. Поэтому Маршалл уничтожил ее в 1666-м, а Рид убил Дорис Флетчер, прежде чем она превратилась в такое? Не знаю. Но эти двое явно работают вместе, и Суонси им помогает. Я сейчас же отдам приказ, чтобы его арестовали и допросили. Что же до Рида, это чудовище я уничтожу сам. Потом разделаюсь с Уильямом Маршаллом и этим их кошмаром. Победа вновь будет за стражами Привена. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Во, ключ от театральной сцены у нас появился. Но это не ключ от сейфа. Это ключ от театральной сцены.
Так, дверь отперта. Так, теперь смотрим, что здесь. Ага. Осматриваемся очень внимательно, дабы ничего не пропустить. Так, а здесь закрыто. It's locked, all right. О, не открывается с этой стороны. Так, здесь что-то... Так. Он стоит, мужик, смотри. Так. Я пока сейфа не вижу. Так, здесь тоже не открывается, да? It's locked. А вот сейф я вижу. Так. Рыцарь-вампир. Уильям Маршалл. Забудьте легенду о нем, ту, которую вы, лентяи, и не слышали. Забудьте про пустую гробницу в церкви в Темпле. Забудьте о тех из нас, кто погиб, пытаясь найти его. Мы, стражи, знаем, что он все еще где-то прячется. Это единственный факт, который мы должны помнить. Еще одна деталь, о которой нельзя забывать, этот гаденыш умен. Сколько раз мы были уверены в том, что загнали его в угол, и сколько раз обнаруживали в его логове лишь пыль и паутину. Маршал был вампиром уже 1000 лет, и мы не справимся с ним, пока не изменим наши планы. Итак, я хочу задать вам несколько вопросов, лодыри, и хочу получить ответы до того, как мы обсудим новую великую охоту. Кто помог ему выбраться из логова под церковью в Темпле? Мы точно знаем, что некому подрядчику заплатили за то, чтобы он вывез из церкви большой гроб. Это произошло за несколько лет до того, как мы осмотрели гробницу. О чем предатели из братства Святого Павла говорили с маршалом, когда встретились с ним в Лондоне в 1785 году. Отчет об этой встрече сожгли. Но еще остались свидетели, слышавшие, как маршал просил представить ему доступ к одной книге из библиотеки братства. Что связывает маршала и это чудовище по имени Леди Блэквуд? Они переписывались. Шпионы братства утверждают, что в 1786 году она приехала в Лондон, чтобы встретиться с ним. А леди Блэквуд и леди Эшбери случаем не одно и то же лицо, что-то так вот я задумался. Вроде да, но не буду пока утверждать. Может быть, эти воспоминания ошибочны. Вот так. Шпионы братства утверждают, что в 1786 году она приехала в Лондон, чтобы встретиться с ним. А в 1793 хотела тайно купить замок в Уэльсе, но ее обнаружил наш бесстрашный наставник Кэндл Стоун. Видите связь? Что произошло за эти годы? Чем вызвано такое оживление? Ответьте на эти вопросы, братья, и вы найдете нашего главного врага, Уильяма Маршалла, старейшего вампира Англии, которому удалось избежать нашего праведного гнева. Знай врагов своих, Карл Элдрич, лидер стражей Привена. Это мы нашли еще один листок. Так, этого у нас здесь одного нету. Здесь с этой стороны 3 нету, а с этой стороны 2. То есть у нас еще 5 осталось несобранных. Да, у нас осталось 5. Соберем ли мы их до конца игры? Вот в чем вопрос. Так, так вот. Вот еще что-то. Мемуары Уильяма Маршалла. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. А братья оказались весьма остроумными. Выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Я согласился на встречу. Там, в священной тишине собора под взором Господним, они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла. Вас Мариум, сотрясающий мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе, моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне обещали дать ответ. Глава братства Святого Павла написал всего одну фразу «Слезы ангелов». Если верить ему, этот древний рецепт снадобья способного меня исцелить, смыть черноту с души и очистить мою кровь.
Благословен Господь, больше сотни лет я искал способы избавиться от крови и ненависти, и, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, и я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить все свои прегрешения. Теперь же мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие, меня не очень заботит. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент – чистая эссенция чеснока. Боюсь, я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Ну что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. То есть маршал, несмотря на то, что он, как говорят, был вампиром более 1000 лет, 100 лет своей, ну не 100 последних лет, а вот после победы над кошмаром что-то переосмыслил и на протяжении 100 лет начал искать способ, как ему избавиться от ярости в своей собственной крови. Видишь, он как тут пишет, что там, где я победил, но и одновременно проиграл. То есть я так понимаю, что он победил кошмар, но часть этой крови кошмара в ходе этой схватки, видимо, как-то либо ему пришлось ее испить, либо она просто как-то попала в его кровь. И часть этой ярости он сохранил в себе. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Так, вот. Сейф для улик. Вплоть до дальнейшего распоряжения этот сейф будет использоваться для хранения важных улик. Он будет постоянно заперт. Если вам понадобится его открыть, разыщите меня на 2-м этаже и возьмите у меня ключ. И не забудьте его вернуть. Черт побери, Родни. Ну пойдем. Пойдем на 2-й этаж сходим. У нас теперь, правда, есть ключ. Он не отсюда, он от той двери. Ну, с той стороны. Но мы сейчас вначале откроем сейф. Главное не прочитать. В сейфе лежит книжка, которую нам надо не читать, иначе квест будет провален, точнее расследование. Не, я думаю, это не баг, хоть в гайде было написано, что это баг, это не баг. В записке явно сказано, что типа ключ у меня, и там сказано имя, то есть это нифига не баг. Скорее баг был у тех, кто добывал этот ключ до того, как прочтет записку. Вот. Все, у меня ключ, я смогу открыть сейф. Отлично. Don't know if I should read this. Нет, читать мы не будем. Мы читать это не будем. Все отлично. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really?
you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Так. Ага. Вы что-то скрываете? Ну, может, он что-то скрывает, но сейчас он в таком состоянии. Ладно, я скажу, что я верю. I trust you, Edgar, but the guard of Priwen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Зачем обвинять нас в эпидемии? Why would the guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. Насчет Уильяма Маршалла. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Почему стражи Привена на нем помешаны? Why is the guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Откуда такая известность? Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Вы должны кое-что объяснить. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Настоящее имя Дорис Флетчер. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Помните Харриет Джонс? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. Харриет это и есть новый кошмар. Terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Дорис Флетчер заразилась в нашей больнице. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Вы знаете, где мы? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Так. Вы не видите связи? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet,
The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Это не совпадение. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. I made a mistake. But what is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Оставить умирать, обратить. Давай обратим, что ли, я не знаю. Умирать я его точно не хочу оставлять, убивать тем более. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Врачебная тайна. Так, противоядие. Врачебная тайна — это ачивку дали. Поговорить с леди Эшбери. Так, а что там у нас? Ничем не болеет. Здоровый. Подожди, а что за подсказка? Эдгар проводил так. Эдгар считает себя отщепенцем братства Святого Павла. Подсказка утеряна. Да и бог с ним. А, это там подсказка типа, ага. То есть, возможно, если бы еще я что-то о нем знал дополнительно, возможно, что я мог бы это... Ну, не просто его обратить, а может еще какой-то вариант был. Старое любовное письмо. Лондон, 12 мая 1912 года. Мой прелестнейший друг, все готово к нашему путешествию во Францию. 17-го мы выезжаем из Дувра и все лето проведем в Париже. Я мечтаю отведать все, что может предложить этот город, вместе с тобой. Музыку, еду, театр, архитектуру, духи, моду и тебя. О, какое это будет наслаждение. Я уже написал своим друзьям-художникам. Они, как и я, мечтают увидеть тебя на сцене французского театра. Там будет Эдмон Ростан. Я знаю, как тебе нравятся его работы. И я надеюсь, что он познакомит нас с великолепной Сарой Бернар. Это стало бы величайшим достижением нашего путешествия. Мечтаю поскорее тебя обнять, моя радость, и снова напиться из источника твоего божественного таланта. Преданный тебе Колхун. За Колхун. Так.
Ну, понятно, что здесь мы его пока оставляем. Сначала, конечно, мы сходим, отнесем книжечку. А потом уже пойдем к леди Эшбери. Хотя по факту к леди Эшбери мне дойти быстрее, чем донести книжечку, но вначале мы завершим дополнительное расследование. Честно признаться, я не помню, сколько осталось до конца игры. Сейчас время у нас 1:23. Return later. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Step away. You'll pay for this, youngling. All of you will killing. Так. Сейчас где? Ну, это мы сейчас в Вест-Энд сбегаем. Вот, и, наверное, знаете что, мы тогда уже к леди Эшбери пойдем на следующем стриме, а сейчас мы сбегаем, отдадим книжечку, а потом мы еще вернемся в больницу поговорить с доктором Свонси. Уже, я так понимаю, мы с ним будем говорить в образе вампира. А к леди Эшбери мы уже пойдем на следующем стриме. Есть вероятность, что следующий стрим в таком случае получится более коротким. То есть, может, там осталось геймплей часа на 2. Поэтому... Бог с ним все равно. Но просто я не уверен, что там геймплей осталось часа на 2. То есть, если бы я был уверен, что геймплей прям вот на 2 часа осталось, я бы, наверное, сейчас допрошел. Но я не уверен, что там осталось геймплея на 2 часа. Поэтому, пожалуй, мы это перенесем все-таки, так скажем, окончание игры на следующий стрим. Good evening, Jonathan Reed. Can I help you in any way? Отдать коробку. Какую коробку? Может, не коробку. Так, узнать новости. Have you any news concerning Aloysius Dawson? You unburdened his heart and cleared his mind. A most elegant solution, I must say, Jonathan. I found your notebook. The one the guard of Prewen stole from you. And you brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this, with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan. Так, что это у нас тут? История создания братства. Название братства Святого Павла связано с легендарным Павлом Аврелианом, латинский Paulinus Aurelianus, великим валлийским проповедником VI века. Павел Аврелиан, как предполагают, умер в 575 году в возрасте 140 лет и был одним из 7 святых основателей Бреттани.
По легенде, святой Павел Аврелиан укротил свирепого дракона с помощью своей столы, а затем бросил ужасного зверя в море. Святого давно уже нет, но мы, члены братства, храним его столу как драгоценную реликвию. Нас иногда называют братством стола, или даже просто столой. Мы – тайное общество ученых, которые изучают деятельность вампиров в Великобритании. Члены братства, которые называются наблюдателями, поклялись относиться к вампирам нейтрально. Мы полагаем, что можем направлять бессмертных, которые мечтают утолить свою жажду. Мы исходим из того, что по природе своей вампиры не злы. За много веков мы неоднократно видели, как некоторые вампиры преодолевают свою природу и защищают смертных. Великие мифические исторические фигуры, которые, как нам теперь известно, были вампирами, доказали, что просвещенные бессмертные могут защищать и направлять человечество в тяжелые времена. Выше наблюдателей стоят легаты, которые действуют от имени главы братства. Именно поэтому они обладают правом призывать к изгнанию дракона. Этот древний ритуал, известный только главе братства. Ритуал проводят, когда доказано, что появилось новое чудовище, которое необходимо низвергнуть в море. Древние тексты – наш главный источник информации о происхождении и поведении бессмертных. Недавно я дал легатам право свободно путешествовать для того, чтобы расширить нашу область исследований. Самые храбрые наблюдатели, благословленные священной столой, даже смеют общаться с вампирами, чтобы таким образом добывать сведения напрямую. Нам еще столько нужно открыть и узнать. Пусть наше путешествие никогда не закончится, и пусть это будет самым прекрасным в нашей работе. Шепот из прошлого. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Так, сколько у нас теперь осталось? Раз, два. 4 листка осталось. Соберем ли мы их до конца игры или нет? Вопрос. Но 4 еще ладно, а вот будет обидно, если один в итоге не соберем. Здесь история с колонном. Фиг знает. Ладно. Since you chose not to open it. Так. Ага, подсказка утеряна. Ну, бог с ним. Так. Can you read the card? What the money? Here is the money. Love. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely. Cards never lie, but they are never easy to read. Расследование завершено, это отлично. Но... Так, потом мне сказано, что если мы приносим книгу... Сейчас мы будем это смотреть. То есть... Тут мы еще, может быть, даже и до доктора Свонси-то не дойдем. Но в том плане, что здесь... Так... Угу. То есть где-то мы что-то пропустили. Я имею в виду в том плане, что... Двадцать 26. Блин, я не знаю, походу один где-то листочек я все-таки пропустил, потому что вот здесь в гайде, в принципе, написано, что это. Вот история создания братства, это как раз у нас будет 27 из 30, то есть должно остаться 3 листочка несобранных. А у нас с вами 4 листочка несобранных. Я думаю, может, Скали, где-то у Скали лежит про Скали еще один листок. Угу.
Так. Сейчас здесь немножко придется покроптеть. Так. Ага. Подожди. История. История создания братства. Ага. Так. Вот. A red river, a song in the dark, whispers of the sun. Здесь прям загадочку они замутили. Так, история. Кровавое прошлое, ачивку дали. Оба. Что это у нас здесь? Что это у нас здесь? Здесь у нас меч и какой-то документ. Так. Истинный бич драконов. Старый, но все еще острый меч, на лезвии которого выгравировано «Подожди». Это просто бич драконов, а это истинный бич драконов. Ага. Так, бич драконов передавался. Описание прям одинаковое. Другого примена в другом краже. Именно с этого меча делались все существующие копии. А, то есть все-таки это истинный бич драконов. Ладно, мы его прокачаем на верстаке. Так, а что за документ? Воспоминания Павла Аврелиана. Так. Мои легаты, или ты хитроумный чужак, разгадавший шифр и нашедший этот свиток, знайте, это написано не для вас, а для меня. У меня, основателя Братства Святого Павла, много имен и слишком длинная история. Эти несколько строк должны помочь мне вспомнить, кто я, какие решения мною приняты и почему. Я должен неустанно собирать знания о бессмертных и изгонять тех из них, у кого окажутся дурные намерения. Я прожил несколько веков, у меня много имен и титулов, и рожден я на прекрасном Альбионе. Точная дата стерлась из памяти, но мне рассказывали, что это произошло летом, в первой четверти V века после рождения пророка Христа.
Я смутно помню голос матери, сладкий словно мед, когда она пела моему старшему брату и мне. Меня она назвала Павлом, а моего брата Эмрисом. Мой отец был могучим рыцарем из королевства Пиничен. Мне кажется, что детство мое было счастливым. Я освоил грамоту, меня обучали мудрецы, а затем пришли саксы, и мы потеряли все. Чужаки явились с востока и захватили нашу землю. Это было еще до того, как лжепророк, которого теперь называют Рогатый Плут, явился к королю Вортингерну и предсказал бой красного и белого драконов и поражение нашего народа. Он говорил так убедительно, что король сделал его своим советником. Мой отец и брат были воинами, они должны были защитить своего короля, но я, священник, выбрал другой путь. После смерти матери я повел свой народ в изгнание. Повел людей молодых, старых и больных за море на острова Уэссон и Бац. Я повел их в город Оксимор, где нам пришлось учить новые языки. И куда бы я ни пришел, всюду я говорил правду. Говорил об истинной вере и о дьяволе с кривыми рогами. За много лет я почти забыл лицо матери и леса, по которым гулял в детстве. Забыл про свою страну и смерть моих родичей. Мне столько нужно было сделать. Я был епископом, и на мне лежала ответственность за мою паству. Я посмотрел в будущее. Я забыл, как помнить предыдущую жизнь. Я состарился и обрел покой, когда меня нашел мой брат Эмрис, через много лет после того, как его положили в гроб. Его мертвое тело шло ко мне в вечернем полумраке, а гнилые губы изрыгали проклятие. Он назвал меня предателем за то, что я покинул землю предков, когда он остался, чтобы дать бой врагу. Плут стал его господином и подарил ему противоестественно долгую жизнь. Я называл брата сыном дракона и драконом, ведь именно им он стал. Но он не слушал меня. Он хотел, чтобы мы вместе встали на защиту Альбиона, чтобы я помог ему объединить наш народ. И для того, чтобы добиться победы, он предложил мне бессмертие. Когда я отказался, он напал на меня, и его клыки и когти глубоко вонзились в мое тело. Наконец мне удалось связать его своей столой, и сила Господа сразила его. Затем я отослал его прочь, в море и тьму, и запретил возвращаться. Такова истинная история о моем брате и моей столе. Вот как мы оба потерпели поражение. Мои слова не убедили его, а его укус осквернил меня. Вскоре я умер, но затем восстал из могилы, чтобы вечно бродить под луной. Я пил кровь, изменил свой облик. Поклялся, что вернусь в Альбион и искуплю свою вину перед родичами. Там я буду по-своему оберегать страну от врагов. Вера придавала мне сил, но солнце слепило меня. Свою слабость я сделал своей силой и стал лучом надежды во тьме. В течение многих веков я защищал живых от драконов и изгонял тех из них, кто творил зло. Вот правда начинает потихоньку открываться. Так. Это, конечно, круто. Good evening. Так, ну это мы все обсуждали, ладно. Goodbye, sir. I read cards never lie, but they are never easy to read. Так, теперь я хочу прокачать меч. Вот, а потом я все-таки хочу понять, какой листочек я пропустил. И все-таки я хочу его взять. Потому что я пропустил один, судя. Но это я отдельно сейчас гайд по коллекционным предметам открою. И там будем по списку просто сверять, какой листок есть, какого нет. Это я куда? А, все, понял. Тут я немножко, пока извергал мысль, немножко запутался в том, куда я шел. Ладно, сейчас мы сходим меч на верстаке улучшим. Ну, вообще сказано, что это самый мощный меч в игре, поэтому, по идее, он должен быть мощнее сабли после того, как мы его улучшим. Блин, мне очень интересно, где мы один листик пропустили, потому что на этот момент у нас должно остаться несобранными 3 листика. А у нас с вами 4. То есть один мы где-то профукали. Но я хочу над этим заморочиться просто.
принципе, вот здесь еще закрытая дверь есть. Смотрите. Вот закрытая дверь есть. I cannot enter. Тут непонятно, есть ли какой-то внутри листок. Сейф там есть. Ну, возможно, что эта дверь закрыта именно вот потому, что жива матушка, потому что она в эту комнату заходила. И поэтому мы, в принципе, не сможем открыть. Ну ладно. Опа, это у нас что? Мемуары Уильяма Маршалла? Опа, это что у нас такое? Противоядие. Сыворотка по рецепту слеза ангелов. Где чеснок заменен на инсулин, чтобы усилить защиту от инфекции кошмара. Кровь Уильяма Маршалла нужна, кровь короля Артура и доза инсулина. Ага, но у нас нет ингредиентов, чтобы это создать. Но, видимо, потом у нас эти ингредиенты появятся. Так. Так, 306 урон. Так, а у сабли у нас какой урон? 273. Ну да, сейчас мы поставим истинный бич драконов себе за место сабли. Точнее, мы сделаем как с вами? Мы сейчас саблю оставим, а вот здесь бич драконов заменим на истинный бич драконов. Вот, истинный. Все отлично. Так, супер. Теперь я хочу вот с этими листочками разобраться. Где ж мы, интересно, один-то с вами пропустили? Так. Хорошему бы надо телефон на зарядку поставить. Так, давайте тогда сейчас, перед тем, как этим заняться, сделаем небольшой перерывчик. А потом еще немножко продолжим.
Так, давайте посмотрим. Мгм. Так, давайте пошли. Ага. Мони солнца есть. Стражи Привина. Так, это есть. Использование чеснока. Так, это есть. 5 документов. Так, редкие виды. Раздел виды вампиров. Редкие виды есть. Изгнание дракона. Есть. Так, дальше. Древние враколаки. Раздел происхождения вампиров. Ну да, есть такое. Кровь как объект зависимости. Раздел жажда крови. Есть такое. Так, профессиональные охотники на вампиров. Раздел стражи Привина. Есть такое. Так, превосходство эконов. Вида вампиров. Есть. Происхождение скалей. Раздел скали. Ликвидируйте. Так, вот это мы, по-моему, пропустили. Происхождение скалей. Ведущий к северным докам. Слева от них на бочке лежит очередная страница. Ага, в северных доках? Серьезно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Вроде мы нашли. Ну, тут, в принципе, как нам лучше в северные доки вернуться? А, ну так вот здесь же можно пройти. Сейчас мы это дело. Самое интересное, что по идее эта штука вообще не спрятана. Она там лежит на бочке прямо, не где-то в помещении. Вот интересно, да? Но по названию у нас такого файла нету. Сейчас мы пробежимся. Нам нужно к ночлежке этого. К ночлежке Джона вернуться. Ну, тут недалеко все. Мы потом уж заодно и остальные проверим тоже дальше по списку, когда этот найдем. Вот оно. Я говорю, вообще не спрятано было. А вот взяли и пропустили. Так, происхождение скалей. Мы уже знаем, что скаль это
просторечное название примитивных кровососов. Похоже, скали — это жертвы вампиров, которые чудесным образом избежали смерти и превратились в искаженные копии своих создателей. Многочисленные исследования, проведенные членами нашего ордена, показали, что вампиры презирают и истребляют скалей. Само слово «скаль» означает «раб». Арабы называли их «скалиба», римляне — «склаус», греки — «склавиной». Так, склавиной. Это свидетельствует о том, как давно появились эти существа и как к ним относятся их создатели. Возможно, поэтому скали часто образуют небольшие тайные сообщества. Также стоит отметить тот факт, что сами скали называют себя точно так же, словно давно смирились со своим унизительным положением. Скалям сложнее скрывать свою природу. У них бледная кожа, ужасные зубы, неестественная худоба и расширенные зрачки. Многие из них лысеют. Тела скалей покрыты незаживающими ранами. Они, похоже, могут питаться мертвечиной, в то время как вампирам необходима кровь живых. Возможно, именно они являются прообразом гулей, мифических существ, которые обитают на кладбищах и едят тела мертвецов. Скали – жалкие существа. Чаще всего они боятся как людей, так и вампиров. Кое-где скали являются рабами и слугами вампиров. Они меняют свою свободу на защиту. Большинство скалей происходит от эконов. Да, правильно. От эконов. И имеет сходство с людьми. Гораздо реже встречаются скали, похожие на собак, и ведущие себя как волки. В древних текстах их иногда называют вульпес. Существует, по крайней мере, еще один вид скалей, напоминающих птиц или нетопырей. Их называют корвус. Сам Уильям Маршалл трижды упоминает... Так, где у нас... Трижды упоминает в своих мемуарах похожих на летучих мышей существ, которых он называет вампирами. Возможно, существуют и другие виды, однако на данный момент они не идентифицированы. Утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. И теперь у нас осталось 3 листочка. Но мы все равно сейчас проверим с вами еще дальше. Угу. Так, значит, трагедия кровавой ночи, Великая охота. Великая охота. Это есть. История и цели клуба Аскалон. Истории и цели есть. Об употреблении крови в целях получения удовольствия. Раздел 2. Жажда крови. Вампиры пожирают наши души. Кровь как объект зависимости. Об употреблении крови в целях получения удовольствия. Так. Баскалон. Отыщите там ключ от подвала. Чего? Короче, мы, походу, уже не возьмем этот листок. Короче, поднимитесь на 2-й этаж клуба Аскалон, куда нас теперь, само собой, уже не пустят. И отыщите там ключ от подвала на столе в единственной комнате. Блин, мы же вроде там все облаживали перед тем, как идти. Сам коллекционный предмет лежит в подвале клуба на видном месте. Блин, вы приколисты, однако, я скажу вам, господа. Аскалон-то я теперь не попаду. Странно, в одном гайде было написано, что все нормально, и у нас типа осталось. Хотя... Может быть, я еще как-то по сюжету? Хотя нет, по сюжету я уже вряд ли попаду в Аскалон, учитывая, что нас оттуда выгнали. Но странно, что в другом гайде типа все нормально. Вот, пожалуйста, вы возьмете там это 27-й там туда-сюда. Подстава, однако. Потому что в Аскалон-то вряд ли мы теперь войдем. Хотя, может, мы сможем войти и нам придется драться? Не, ну это вряд ли. Это очень сильно вряд ли.
Может как-нибудь туда залезть по-другому, по-хитрому. Ну, конечно, кто бы сомневался. Вот же подстава. Второй этаж. Отыщите там ключ от подвала. Да блин, странно. Мы там все осматривали. Не было у нас там ключа от подвала. Это как-то немножко не сходится. Ну ладно, бог с ним. Если сейчас выяснится, что уже пропустили, ну, значит пропустили. Ничего с этим не поделаешь. А ну-ка. Ну-ка, пусти меня. Короче, понятно. Обломитесь. Так. Ересь чистой крови, это понятно. Ох, дрем батон. Why can't I forgive you, Father? Так, ну ладно, бог с ним. Значит, не судьба. Минимум один листок мы пропустили в эскалоне. На втором этаже. Ну что теперь поделаешь? Так, значит так. Значит, будет у нас не собрано. Придется мне как-то потом. Я вот не помню, там вроде была ачивка за то, чтобы собрать все вот эти коллекционные файлики. Ну, значит, придется мне как-то эту ачивку... В принципе, теоретически можно будет потом, отыгрывая плохого вампира, быстро дойти по сюжету. До того... Ну, это уже мои заботы будут за пределами стрима. Так, а сейчас мы что с вами? Сейчас мы с вами идем в больницу, чтобы поговорить с доктором. И там же в больнице мы с вами сохранимся. А уже к леди Эшбери мы пойдем на следующем стриме. В принципе, я сейчас так глянул в тех же гайдах. Нам, по идее, геймплея еще на 2-3 часа хватит на следующем стриме. Именно вот учитывая то место, на котором мы с вами остановились в данный момент. Так, ладно. Хотя очень странно, мы же в клубе осматривались. Где там был ключ от подвала? И где сама дверь, что самое? Ладно, хрен с ним, ключ от подвала. Я не помню в эскалоне, чтобы на первом этаже была закрытая какая-то дверь, когда мы там ходили. Ладно, ничего страшного. Sir, step away! Burn it, boys! Steady, boys! Roll! Whatever the hell, that's Barjo! Over there! There's one of them vermin!
Там еще кто? Но то, что мы знаем, что у нас один листик как минимум пропущен, это не значит, что мы не будем еще 2 других искать оставшихся. Где он? Его пока тут нет. Надо, в общем, отдохнуть мне. Походу, чтобы он тут появился. То есть восклицательный знак уже показывает, что с ним можно поговорить, но так как мы с момента определенных сюжетных событий не отдыхали, следующей ночью. О случайных смертях. Жители Лондона боятся врачей. Помощь не приходит вовремя. Фаворитизм процветает, а непроверенные методы лечения пробуют на пациентах. Эти болезни куда страшнее наших с вами. Пембургская больница в Уайтчепеле – образчик непрофессионализма. Здесь о врачебной этике позабыли очень давно. Администрация больницы изображает нравственность и преданность делу. Но тем из вас, кто знаком с пациентами или, хуже того, был среди них, известно истинное положение вещей. В этом храме ужаса больные платят за постель, заражаются болезнями, о которых до этого и знать не знали, и в конце концов попадают в морг, где их обкрадывают. Здесь пациенты гибнут за ночь с ранами, которых у них не было при поступлении. Они называют это случайностями. Наше краткое интервью доктор Свонси, глава администрации, завершил словами «Timor mortis conturbat me» – «Страх смерти тревожит меня», а затем выгнал нас из больницы. Латинские цитаты не удержат нас от расследования. Я приглашаю добровольцев присоединиться ко мне завтра утром у дверей больницы, потребовать честных ответов о состоянии медицинского учреждения. Чем больше людей придет, тем лучше. ЭВ. Но при этом состояние санированные районы. Так, здесь тоже никто не заболел, отлично. И здесь никто не заболел, супер. Ого-го-го-го. А вон по Вест-Энду у нас, смотрите, сколько позаболело, етить-колотить. Ну, замечательно просто. Я-то уж надеялся, что пожертвования Алоизе помогут. Ладно. Так, пойдем лечить Вест-Энд. Ну, сейчас поговорим с доктором. Потом пойдем полечим их там. У нас же, в принципе, по сюжету... Ну да. И тогда уже в Вест-Энде сохранимся в особняке Ридов. Ага, доктор на месте. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... well, I'm just like you. Рад, что вам нравится. I'm glad you like it. How could I not be happy? You offered me the ultimate freedom. More than I ever could have dreamt of.
Насчет Джеффри Маккалума. Have you news of Jeffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Do you not think he will kill you where you stand? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. Как ты себя чувствуешь? How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Вы уже убили кого-то? Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Вы чувствуете голод? Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. У вас есть план? What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. Вы так и не поняли? My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. Каких опытов? What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Вы будете руководить больницей? Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Что насчет стражей Привена? Are you not afraid Priwen will find you? Next time they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Вы видели Элизабет? Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. Так, отлично. С Эдгаром поговорили, но я почему хочу еще вестендовских полечить? Потому что хочу полечить. Мне вот интересно, когда я в очередной раз отдохну, у меня появятся заболевшие в тех районах, в которых пока поддерживается санирование? Или кроме Уэст-Энда, типа санирование будет везде поддерживаться? Вот этот мне момент очень интересен. There's one of us. Fuck, he's dead! Да ты чё, одурел? Вы-то откуда понабежали, е-мое?
Over there! There's one of them vermin! Тут прям массово пошли все. Так, это тоже японец болеет, нет? Японец тоже болеет. Good evening. Good evening. Do you need med? Don't believe... There is no... Yes. Goodbye, Mr. Kimura. Take... Так, теперь вот этот Is there anything to connect me to this city anymore? товарищ болеет. Потом к его жене сейчас еще сбегаем. Good evening. I won't. Do you need... It's a little... What can I... I hope we're talking about... You need some rest, Clarence. You should try... Пойдем его жену подлечим. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. At least you survived the Great War. I feared the war. What do you need from me, Jonathan? Do you need my... It would have been... And I'm happy to give it to you, as always. Thank you, Jonathan. Goodbye for now. I'm so sorry for your Так, loss. кто у нас еще остался? Так, полицейский, мать Джонатана, продавщица из магазина, оба брата, в этот раз оба брата. Еще местный торгаш, да? Ну, так как мать в особняке, а мы в особняке будем сохраняться, мы к ней забегать не будем. Мы сейчас забежим к этому торгашу, потом бежим в ту часть города и там вот этих вот 4 вылечиваем. Угу. Good evening, Dr. Reed. Do you need med... You would say... Ну а там, I cannot... если после очередного отдыха у нас будет слишком много даже заболевших, естественно, что мы их уже лечить будем на следующем стриме. То есть мы сейчас вылечиваем эту партию, идем в особняк Ридов, там сохраняемся, то бишь отдыхаем. И уже после этого, даже если будут новые заболевшие, их мы будем лечить на следующем стриме. Да ты чё? Серьезно? Серьезно? А ты не верил. О, здесь вампиры у нас. Так, сейчас 2 братьев сразу лечим. Sometimes it's difficult to remember why we're here. Hello. Do you need my medical attention? Indeed. You have not... Sounds... Goodbye for now. Так, давай второго. Good evening. Do you need... I'm afraid... I don't want to... Says the doc... Goodbye, Mr. Baker. Так, братьев вылечили. Где у нас коп ходит? Товарищ коп. Серьезно, товарищ коп был, а вон он стоит. Dr. Reed. Have you recent news of Aloysius Dawson? Come on. The most ruthless tycoon of England dies and gives his fortune to the poor. The man has been tricked. I suspect torture and murder here. Правда ли, что вас понизили в звании? Is it true you were dropped in rank? Tell me about it. Yes, it is.
I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here? Because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. The death penalty is a great shame. I agree. I'm convinced all civilized nations should abolish the death penalty. Maybe after the war, once that bloodshed is over, the survivors will change that. Так, подсказка. Чарльза понизили в звании. Так, Чарльз не верит в смертную казнь. Так. Угу. Why do you think there shouldn't be a death penalty? I believe no one should decide to take a man's life. Not a nation or a government. Are you a pacifist, Inspector? No, sir. But I believe in divine justice. Only God has the right to decide who will live and who must die. Goodbye, Detective Inspector. Я же его не подлечил. Поболтали, а подлечить... I'm afraid I'm... А You'll quickly подлечить... feel better. Thank you, Doctor. Подлечить либо не надо. Goodbye. Так, теперь... Девочку... Не девочку, а маму из магазина. Так. Good evening. You know... Do you need... Oh, yeah. I'm just... Perhaps. Goodbye for now, Miss Price. I hope you can stay a little longer this time. Так, все, осталось только его мать, да? Угу. Остальным пробежались, отлично. Так. Hello again, Mother. Do you need... Oh, I think you... I'm not sure. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Aubrey, I'm not sure visiting Italy. Ну, ваши ставки. Много заболевших новых будет? Следующей ночью. Так, здесь нету пока новых. Отлично. В Уайтчепеле тоже пока нету. Больницы пока нету. Супер. То есть следующий стрим мы с вами начнем с того, что будем двигаться по сюжету, потому что после отдыха у нас нет новых заболевших. Отлично. Ящик Пандоры, оно уже давно завершено. Как бы чё, если так. Вот. Ладненько, давайте на этом моменте как раз в кои-то веки сохранили нашего Джона в родном его особняке, в его собственной комнате. Вот, ну что ж, на этом наш насыщенный и довольно продолжительный стрим
подходит к своему логическому завершению. Игру мы будем с вами завершать уже на следующей трансляции. Я говорю, приблизительно там геймплея на 2-3 часа осталось, если не будет затыков никаких с боссом с каким-нибудь. Ну а мне остается поблагодарить всех тех, кто присутствовал на данной трансляции в онлайне. Отдельная и постоянная благодарность всем вам за ваши лайки, дизлайки и комментарии под видео и стримами. А трансляцию для вас подготовил и провел Tiazar, он же Максим Бривко. По традиции хочется пожелать всем нам успехов в любых творческих начинаниях, а учитывая достаточно поздний час, хочется также пожелать доброй ночи и приятных сновидений. Ну а мы с вами скоро вновь услышимся. Обязательно где-нибудь увидимся. И все непременно поиграем. До новых встреч, друзья мои. Всех вам благ.